Ассаламу алайкум ларми нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Прямой стрим был в прошлую субботу. Я вам показывал два наших новых, так сказать, брат из Ачхой-Мартана подарил, задонатил, так сказать, две книги, которые мне показались очень интересные. Там есть очень интересные моменты, касающиеся названия сел. Что ни странно, конечно, есть и очень фантастические. В основе своей этот материал основан на полевых материалах. И узнаете некоторые моменты из этой книги. Я вам сегодня ознакомлю вас с ними. Что касается названия села Ведено, Татуни, Галашки, откуда это название. Мне показалось это очень интересным. Ну, это я только вот так вот, в принципе, поверхностно вам зачитаю, ознакомлю вас с этими материалами и отвечу на ваши вопросы. Сейчас Ибраим, надеюсь, подключит наш YouTube трансляцию, и за время нашего эфира нужно будет через каждый час обновлять. Не хочу повторяться, прошлые эфиры мои, все прямой эфир, стрим, только последнюю часть смогли, к сожалению, сохранить на непосредственно Instagram площадке. Тот, кто не посмотрел прошлый эфир, он длился, стрим длился 3 часа, 3-3,5 часа, и полную версию вы можете посмотреть на канале YouTube. Есть очень много некоторых моментов интересных. Также за эту неделю мне прислали пару моментов, которые нарнийцы, так сказать, и их прихлебатели прислали пару десятков видео о некоторых названиях, селениях, о национальной кухне каким-то образом, которая стала уже совсем не наша. Также пару моментов о том, что, оказывается, пока я еще не написал статью по этому поводу, пяс, который мы используем, который пока еще никто, оказывается, мы не давали ему как бы общую идентичность, не приписывали к национальности, но свято место пусто не бывает. Как вы знаете, некоторые из наших нарнийцев приписали и сделали его национальным головным убором, оказывается. Точно так же по последним видео, которые прислали мне, точно так же прислали, оказывается, как Новчи, так и все Орствой, они являются кочевниками, степняками, кочевое племя пришлое. Вот так, оказывается, говорят некоторые представители нарнийского сообщества, ссылаясь, опять же, ссылаясь на иностранных исследователей. Что, конечно же, не в первый раз уже звучит, хотя мне скидывали эти ссылки много раз. Я пытался, до поры до времени, честно сказать, я не обращал на это внимания и не сильно думал вообще об этом. Так, насколько я знаю, об этом
указывали именно про часть нашего народа о астхоевцах, о них всегда подчеркивая. Но сейчас и добавили туда и весь остальной нохчий народ, который непосредственно является, оказывается, тоже кочевым племенем. Так указывает нарнийский генерал стратегического назначения. Но об этом, как говорится, чуть позже. Ибрahim, мы присоединили YouTube канал, и само собой все желающие могут, кто хочет поговорить, задать вопрос в рамках культурного, конечно же, диалога, отправить запрос, мы принимаем всех, ва алейкум салам. Главное, чтобы человек показывал лицо, не матерился и мог культурно задать вопрос, и мы ответим обязательно, если знаем ответ. Вот. Ни от кого мы не закрыты. Диалог с 18 года, сейчас уже с 23, уже 5 лет мы со всеми открыто ведем диалог. Ни от кого ничего не скрываем. Конечно же, этот канал непосредственно в основном, истории нохчи народа, взаимоотношения с соседними регионами, опровержение лжи, клеветы на наш народ, нохчи народ. Поэтому всех, кто там зашел только или же выкидывает с эфира, я хотел бы сказать, чтобы обязательно зашли через VPN, поменяли государство. Если вы не поменяете, то через определенное время может вас выкинуть с эфира, с Инстаграм эфира непосредственно. Также, если вы не можете долго задерживаться в Инстаграм эфире, прошу вас перейти точно так же на YouTube канал наш bashlam.39 live. Возможно, конечно, если вы зайдете через VPN, это будет поддержкой от вас. Вот. И вопросы, ответы обязательно, как всегда, в нашей рубрике. И постараемся на них ответить. Так, сейчас... Надеюсь, все понятно. Так, как и обещали, в этих книгах, в этой книге, которая называется «Мифы и предания чеченского народа», конечно же, здесь, само собой, не только от чеченского народа, есть и некоторые предания, почти что по каждому селению. Я хочу, чтобы вы вкратце, чтобы я вам так зачитал мифы и их персонажи даже есть. Вкратце скажу вам: солнце и луна, звезды, Малх Эзен, Села Сата, Дакох Кварт, спор между совой и солнцем, огонь, гром и молния, священный дуб, Адам Илбаз, Адам Лилбаз, различного рода лечение, трава метких стрелков, цветок любви, мужество и сила, ум, честь, характер, чомбуц, чиж, как лечить ребенка от сглаза, косынка, серп, смертный грех, рассказ о любви, сказано змеей счастье, почему приветствует стоя, материнское сердце, ласточка и змея, языческие колядки, предания, связанные с исламом, Бердал Ази, 23 копейки, кто они, неприятность и лягушки, нет Бога, кроме единого Бога, Мухаммад пророк Божий, ночь предопределения, оплошность, пауки, пища и жилище, шайтана, примирение. После человека остаются 3 вещи: щедрость, шайтан, старик и дерево, лягушка, генеалогия родов,
в Акинских скалах. Дальше селение Ансалта. Дальше селение Борзой. Башни в горах. Белготойская гора. Брагуны. Ведено. Военная дорога. Галай. Гендаргной Махкиты. Гордали. Уардлой. Горга Шоуда. Девушка, превратившаяся в камень. Дубаюрт. Итумкале. Казиной. Мехкел. Моцаройцами добытая победа. Окаменевшая красавица. Происхождение чеченцев. Родники Ачи. Секанхуай. Терек. Улускерт. Дачубарзой. Дубаюрт. Урусмартан. Фалхан. Хайбахская башня. Халкиелой. Хильдиарой. Хушпарживший Хилахи. Цикали Парнзкалой. Центаройского Геры мастерские. Чантийские предания. Шали. Шахгириевы из Новых Атагов. Шатойские башни. Герои деяния. Алдан Терлоевский. Али сын Газема. И Туллам Ого. Асирибек. Астемир из Шатоя. Баймарза, убитый в Харсиное. Байсангур Биноевский. Безмозглый Мельник. Бергбичи князя Смерть. Бейбулат Таймиев. Битва Лорса и Эги. Богатырь. Вакуллапула из горного Акинского общества. Вара. Вражда двоюродных братьев. Гамхинские и Галаштинские башни. Герой. Геха Абрек. Доблесть Сеска Солсы. Жена, имеющая Ях. Закри. Зелимхан. Исполняющий желания, как невеста стирала рубашку, как свояченица зятя разыграла, как хельдерхоевцы освободились от подати. Кровь заножны, ловкий дышнеец, межойские братья, Муцул и Секки, Наиб, победа Сепы, победа чеберлойских элей, похороны, проклятие, постигшее князя, сабля Тамерлана, Сеска Солса, сила горцев, сломанная барана, Саливария, Тазбичский Эли, Акболт и Чега, Эрлоевский Эйла, Бергбича, Три сестры, Турловы, Усар, Хитана, предводитель дружины шаройских князей, храбрые чеченки, Хенгихойский молодец, Чада сын Чопло, Чеберлоевские Эли, убитые в Шипарое, Чеберло, Гондало, Дуаттахо, Шароевские витязи, Шароевские князья, Шароевский князь Эйк-Кахуса, убитый имамом Шамилем, Шейх Мансур, Шипаройские Эли, пленят садоевских князей, Шейх Мурза Зейтов, Эжи и его брат, оставленная башня, Элистанжинский Сёсик, Чуштар, Ягаев Яга из горного Акинского общества, грузино-чеченские отношения. Автандил и Тинатин, живая кольчуга, майстинские хаты, побратимы, праздник воздвижения, Хогайс Манди, Хонис Чарло Ардоти, Андаки и Муцо, восточно-грузинские предания, сказания о том, как Иесхар и Капала сокрушили девов, сказание о походе на Каджавете, сказание о водворении гуданского божества, бои дуэтов хвоштишвилами, борьба Иесхара с двумя, Гахуа и Хевсурские джавары, 9 братьев из Ципори, Капала и Девы, Капала и Исхар, Капала и Перкуши, Капалова Ниша, Пуадис Антиголози, Шубнури, предание горцев в Восточной Грузии, происхождение Хевсур, Алдаури, Апсиури и Чохели, Ардоти Муцо, Букучури, Маргашвили, Муцо, Сусаури, Кистаури, Торгва, Циклаури и Бекаури,
Чинтаурни, бацбийские предания, Амиранская гора, Бахтриони, бацбийцы, Бобгишвили Кохио, бой драконов, девушка Ицови, Зезва, конь Зезвы Гаприндидаули, крепость Сигарта, город Митела, землянка Цотра, как бацбийцы с гор спускались, кучка камней на Кадунском перевале, любовное зелье, место гибели Купра, Пилашвили Род, прыжок Хосра, расселение, смерть Мамуки, Калудури, Спироза и Амиран, стоянка в кустарниках Бузины, Цискарашвили Род, Чолокская битва, чеченцы в предания соседей, Ахрееву, Борову, Ляну, это предание, предание соседей, Ботлевское предание, основание селения Эндари, истребление гуинских князей, о поселении гуэнов Эндари, гуэны, тюмены и ауховцы именно, Дударовы, осетинские алдары, Казикумухское предание. И вот такого рода это я вам зачитал только то, что, как говорится, мы говорим о непосредственно тех из описаний, которые написаны в этой книге. Самое интересное, что я хочу вам сказать. Да, конечно, здесь есть в основе своей предания, мифы. Сразу видно, где мифы и где есть историческое непосредственно рассказы. Допустим, Байсангур-Биноевский, Шейх Мансур, название сел, как оно появилось, там, допустим, да. Такие уже непосредственно Адам Йилбаз, трава метких стрелков и так далее и тому подобное, это предания и мифы, которые передаются. Поэтому я вам перечислил. Прошу не забывать, что здесь идет именно только о нахчийских преданиях, мифах. И плюс я вам зачитал некоторые моменты, которые написаны непосредственно и о соседях, которые это в конце совсем чеченцы в преданиях соседей. Вот как называется этот параграф непосредственно. Вот. Материалы, из которых это взято, опять же, здесь при зачтении здесь есть моменты, где конкретно указывается фамилия, какого года и кто вообще это предание передал. Не прошу, сразу прошу тех критиков, которые слушают, не нападать, не говорить, это неправда, это правда. Мы лишь зачитываем вам материалы, которые есть вообще. Не говорится о достоверности. Книга, как вы знаете, руководитель проекта, доктор философских наук Яндаров, Заурбекова, кандидат исторических наук, и Бызов, Мутушев, И.В. Вот. Поэтому, если что, есть ссылки на второй том даже. Первый том у нас еще я даже и не зачитывал. Вот из тех, которые мы здесь есть. Но то, что мне непосредственно, что мне из этого всего понравилось, вот есть моменты, которые, давайте вот много раз мы говорили, есть большое селение Шали, которые некоторые наши восточные нарнийцы пытаются приписать себе и говорят, что они дали название, якобы и так далее и тому подобное, что Шали название не является там исконно чеченским и тому подобное. Я много раз затрагивал этот вопрос, что есть у чеченцев предания и рассказы, и говорится, как эта местность была вообще обнаружена и как была основана эта местность. Все мы знаем исконно чеченское слово щелик. Щелик — это бочка с местом, ровным местом. Оно, если поставить бочку по вертикали, верхнее место,
вообще бочка сама называется Шелик. И это место считается небольшим, но ровным местом. Из-за этого назвали Шали. Об этом я много раз рассказывал по преданию. Но я, честно сказать, не знал конкретно, от кого было это предание. Здесь же, в этом материале, есть опубликовано это. И люди, которые говорят, что это якобы тюркское название или аварское название и так далее, вот эти сказки, чтобы их раз и навсегда опровергнуть, давайте мы зачитаем. Это буквально короткое. То есть я слышал это не только, как говорится, не с этой книги у меня и не было в то время. Зачитаем. Шали, Шейла. Около 200 лет назад все ногчи жили в горах. Это человек, который рассказывает в то время. В горах. Там им было легче защищаться от врагов. Речь идет о том, о периоде как раз таки после нашествия Тамерлана. От врагов, но жить было трудно. Посоветовавшись, ногчи решили переселиться, это время реконкисты, на равнину. Послали джигитов искать подходящее место. Вернувшись, посланцы доложили, что нашли на равнине лес и в нем место, где можно поставить только один шелик. Небольшое ровное место, на которое можно поставить шелик, то есть одну бочку. Небольшое место, где ровное место, куда можно поставить шелик. С тех пор аул так зовется. Шали. Все, конец текста. Цитаты. Записано в 1972 году со слов Эгиева Али 1840 года рождения. Он сам селение Шали. То есть он годом рождения 1840. Отнимаем, он говорит, 200 лет тому назад. Это получается 1640 год. В то время говорилось именно так. Это время реконкисты, это время как раз, когда начали освобождать наши земли и спускаться. Здесь не говорится ни о каких князьях, что там были кто-то. Небольшая местность посреди леса, место, которое можно поставить шелик, это на чеченском языке еще раз. Это ровное место, на котором можно поставить только небольшое ровное место. Вот основание и название селения Шали, аула, а теперь города Шали, происходит от этого. Записано, зафиксировано это еще в 20 веке, но сам непосредственно человек, который передал его, он был 1840 года, чтобы было понятно. И он рассказывал, что 200 лет тому назад, когда спускались, вот на таком основании. Вот что говорится о селениях Шали и названии Шали. Дальше. Из интересного. То, что мне задавали вопросы и шла непосредственно дискуссия по поводу селения Ансалта. Сегодня это селение находится в пределах Республики Дагестан. И что же говорится о селении Ансалта? Я хочу, чтобы ауховцы, наши братья, внимательно послушали. Многие возражают, Сюли особенно, что вот это неправда и так далее. Давайте послушаем, что же записано было о селении Ансалта. Селение наше называют по-аварски, называют Ансалта. А по-чеченски же Ахките, то есть оно называлось Ахките. Основал его Буарз, который пришел из селения Цеси в Чечне, в Нохчичуе. Основал это селение чеченец под названием, по имени Буарз, который из селения Цеси в Чечне. От него идут Барзиевы, фамилия Барзиевы, которая до сих пор есть.
Потом сюда переселились еще два тухума. Сначала пришли из Ботлиха, потом из селения Гиколатль. Гиколатль по-варски Гиколаль называется. Это рассказывал Барзиев в 1912 году, еще до основания Дагестана, который был основан в 1921 году, из тейпа Анцадой. Город Грозный, Анцадой написано. Вот так, что касается селения Ансалта. Дальше. Вообще параграф называется «Генеалогия родов и история сел и обществ». Смотрим дальше. Селение Борзой. По этому вопросу мне задавали очень много тоже вопросов. Давайте посмотрим, что говорится об этом. Аул Борзой поставили на земле селение Тумсой. Тумса. Основателем считается беглец из Мержоя. Несколько столетий назад зимой один житель Тумсоя обнаружил огромные в 1,5 локтя следы босых ног на снегу, которые вели к огромному дуплу. Тумсоевец сначала решил, что это следы алмаза, снежный человек, и пошел по следам. В дупле большого дерева он увидел человека, который весь съежился от холода. Его достали из дупла, отогрели, приняли как гостя. Человек этот понравился тумсоевцам, то есть предкам тумсоевцев. Из-за него выдали замуж девушку и выделили участок земли на том холме, Барзе, где его нашли в дупле. Жена его была с увечьем на лице, так как с детства упала с коня. Так он в течение 12 лет за выделенный удел земли пас телят тумсоевцев, а потом он и его потомки получили тот холм в вечное пользование. Это предание записала Заурбекова Г. в 1988 году со слов Бадаева Б. Борзо. Вот так, как говорится, записано вот это предание. Снова же прошу не путать. Здесь не говорится, что это 100% правда, что это история. Мы вам зачитываем лишь интересные материалы о нашей истории, предания, рассказы. Дальше. Что же из интересного хотел еще вам зачитать? Галай. Галай, исконно нохчий, один из древних тейпов. Сегодня он относится к Вару, Димту или Тухуму Уарствой. И прочитаем о нем, о галаевцах. Так, это у нас 40... Галай, Галанчош называют Галай Гейрен Айн. Галай Гейрен Айн. Ущелье рода Галай. Галайцы одно время были большим тейпом были. Но затем переселились часть в Ингушетию, часть на низовье Чечни, на жительство. Они основали селение, это уже говорится о селении, село Галашки, Галашка, что переводится как галайского рода, говорят. Записал это, сказатель не указан, но записал это Ашаев Халид в 1975 году. Смотрим. Дальше. Военная дорога. В местности, где Сунжу пересекает железнодорожный путь, старожилы селения Брагуны называют некогда существовавший брод Гичу. Эмаймуаз. Именно через этот брод, по преданию, пришел эпоним Борган из Аксая и основал между речи Терека и Сунжи селение Брагуны. У Терека в районе Старого юрта Толстой юрт
севера подножия Брагунского хребта, брод через Сунжу, там, где кончается Брагунский хребет, и далее местность Гудермес, Истису, Хасавюрт до Дербента. Дорога эта у населения называлась Баянняк, военная дорога, Гауранняк, конная дорога, и Османняк, Османова дорога. Фольклорная информация, собранная Магомадовым ТС в 1972 году в Гудермесе, селение Брагуны, горячеисточницкой Червленной, взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией и народа Кавказа в 16-20 веках, Грозный 1981 год. О Брагунах здесь, честно сказать, есть несколько два точнее, еще о Брагунах. Баргане на чеченском языке. Зачитываю. Давным-давно, Алты-Изгиль 600 лет назад, еще не было великого хана Мамая, вышел из Крыма Борахан и Керим-хан. Здесь у горного хребта, где сливается Сунжа и Терек, поставили селение, а другое на берегах Сулака. От Борахана и селение называлось в Борахан-Арак-гора. Кругом были леса, земли вольные, безлюдные. Это время как раз таки, когда до реконкисты, до того, как чеченцы начали спускаться на свои равнинные земли. Вольные, безлюдные, а на случай налетов две реки и горы Борахан защищали селение. Потом оттуда с гор стали спускаться чеченцы. Собрал для Шамиля дань, но ему не передал. Опять пошел Шамиль на Борахана. Был большой бой. В нем убит Дудурхан. А Шамиль так и не взял Борахан. Потом пришли русские, и Борахан, то есть Брагуны, перешел под их покровительство. Записал это Костерин 7 июля 1924 года со слов Куреза Абдурахману. Видать, Куреза Абдурахману. Кабардинца по происхождению селения Брагуны. Перевод, и перевод, что обозначает. Вот о селении Брагуны. Теперь давайте немножко о Ведено. Дышни Ведено. Ведан, Дышни Ведан. Еще раз хочу, чтобы я специально зачитываю вам, от кого этот полевой материал. Не для фитны, не для споров. Для того, чтобы вы размышляли, для того, чтобы вы понимали различного рода материалы, полевые материалы. Мы должны ознакомиться со всеми. И сделать вывод, и сделать, где подтверждается, какие документы есть вообще это. Поэтому. Много-много времени тому назад один человек Тейпа Дышни из Шатоя, Шуйта, от кровной мести бежал сюда. Здесь он жил, осел. Откуда-то жену взял. Пошло потомство. Хутор основал он. Со временем, когда дело дошло до того, что нужно селу имя дать, имя дали связанное с этим человеком, бежавший от мести Дышни, то есть от кровной мести переселившегося Дышни. Бежавший Дышни, Дышно бежавший. И уже переводится. Чирах ведда ве ана Дышно. Ведда ве ана Дышно. Ведда Дышно. Дышно ведано. Вот так трансформировалось это слово и появилось название, видимо, на основании имени того Дышни возникло название села. Вследствие того, что люди убирают все лишние слова из фразы, в конце концов село стало называться Дышни Ведано. Записал Куразов Абдул-Азим в 1990 году со слов Джунаидова В.
селение Белготой, Белхто, Пармат, номер 2, страница 75. Дальше. Это первая версия. Некоторые утверждают, что человек, который первым осел в Ведено, Ведано, так как то место, где лежало село, было ровным, плоским, как будто между горами кто-то наступил, вдавил и сплющил это место, назвав его Ведано, Ведин. Записал вот это название, то есть Ведано, которое получили. Записал Куразов Абдул-Азим, 90-й год, со слов, опять же, селение Дышни Ведено, Белгот, Пармат, номер 2, 75-я страница. Следующая версия о Дышни Ведено. В Ведено пришел, говорят, грузинский князь, убивший человека в селе, где он жил. Он задумал стать чеченским князем, но у него не вышло. Тем временем по следам его настиг кровник. Узнав это, грузинский князь бежал оттуда и пропал. И односельчане не знали, куда он делся. Когда их спросили нагнавшие кровники, те ответили: здесь нет ни вашего врага, ни князя, которого мы приняли. Он бежал, Веддана. Сказать иначе, ушел бегом. Веддан Давахан. Говорят, сказали. Тогда они, кровники, сказали: не забудьте с сегодняшнего дня имя этому месту. Ведана. Говорят, сказали они. Записал Куразов, 90-й год, Пармат, Дышни Ведено, страница 75. Это третья версия. Четвертая версия. На месте, которое мы сейчас называем Ведана, первым сел жить один человек из степа Белготой. Белготой. Имя брата этого человека было Бучула. Слышал я, а имя того человека неизвестно. После смерти Бучула 11-15 поколений Белготой выросло. Из этого следует: Ведено основали в 18 веке. Раньше в нашем Нахчмохке место маломальское, плоское, сплющенное, словно чепал, называлось Ведано. Видимо, оттуда идет название село Ведано. Вот такие вот версии, 4 версии, которые передаются по этим материалам, по ведам. Так. Еще один момент. Хотел я... Ну, давайте, чеченцы, предания соседей. Посмотрим, что за предания и что вообще записали. 200... Чеченцы, предания соседей. Мы много слышали, особенно в связи с последними событиями Ахриевы, Боровы, Ляновы. И здесь написано Ахриевы, Боровы, Ляновы. Ингушское предание. Ахри, предок Ахриевых, был родом из Чечни, из Дышни, и пришел 9 поколений назад. Его сын после поселения Аули Фуртоук женился на дочери осетинского князя из тагаурской фамилии. Оттуда уже пришел Бор Ильян, родоначальники Боровых и Ляновых. И они тоже породнились с осетинскими князьями. Все они поселились в ауле Фуртоук. Вернее, они и его основали. Лян взял дочь Дударовых, который еще раньше пришел из Чечни, из Кея, селения Кей, и построил первую башню. Сообщил эту информацию Ахриев Г.С., Мутушева А.М., которые в свою очередь передали эту информацию Ашаеву Халиду, будучи в одной ссылке. Ашаев передал эту информацию Яндарову А.Д.
Много мы слышали о происхождении, говорили, что происходило, но как и что, вот более точная информация, я вам ее зачитал, чтобы были чеченцы в преданиях соседей. Вот как есть. Не забывайте, здесь в скобках уточняется, что это ингушское предание. Дальше. Ботлиховское предание. В старину ботлиховцам часто приходилось воевать с андийцами, ахвахцами, хунзахцами, в скобках аварцами, и каратинцами, с гадаберинцами. С гадаберинцами же у них всегда поддерживались союзные отношения. Сохранился рассказ о том, как ботлихцы хитростью выманили у чеченцев участок земли. Ботлиховский представитель присягнул, что стоит на земле, исконно принадлежавшей Ботлиху. Чеченцы же не знали, что это земля в его чувяках, которую они взяли на улицах Ботлиха. Записал это Лавров Л.И. в 1950 году в селении Ботлих. Сказатель не указан. Лавров, 1982 год, 119-120 страница. Не забывайте, как раз таки здесь говорится, что это селение Ботлих рассказали. Предание. И рассказал это Лавров. Основатели села Эндари. Кумыкское предание. Предание упоминает только о каких-то князьках. Бурчеби, Блоха князь или князь Блох, которые жили на том месте, где находится ныне Байрам-Аул, и о нагайцах, называвшихся карагаческими, которые кочевали близ 3 отдельных лесов, называемые именем Карагач, Черный лес, из которых один возле Брагун, другой ниже Эндри, третий за Сулаком. Нагайцы эти, как говорят кумыкские предания, по неизвестным причинам перешли к Астрахани, где остатки их и теперь там существуют под именем караагаческих кундаровских. На место их являются на кумыкской плоскости нынешние кумыкские и тарковские князья. Единоплеменные нагайцы, древние тюменские татары, жили на правой стороне Сулака, у урочища Бурунчак. Ныне они, Эндрей, составляют особый квартал и вместе с нагайцами следуют учению имама Ханифи, тогда как все остальные кумыки держатся толкований имама Шафи. Вот все народы, какие во времена давным минувшие населяли кумыкскую равнину. В горах же, смежных с Эндереевским округом, на запад от Сулака были известны 3 народа. Гуены, вышедшие из отдельного Нагорного Нашхоевского общества в верховьях левого притока Аргуна, называемого Чент. Они имели свой аул на неприступной скале, близ нынешних Миатлов, и занимались полевыми работами на левом берегу Сулака, при выходе Анова из гор. Ныне они, подобно тюменам, составляют в Эндере особый квартал и находятся в родстве с известной в Чечне фамилией Гуной, чеченский тейп Гуной. Сала или салатавцы, предки нынешних кумыкских салоуздений, вышедшие из находившейся за Гумбетовским хребтом деревни Рикани, жили по речку Саласу, впадающей в Акташ. Они считаются в родстве с ауховцами и принадлежат к Вашандероевской их фамилии, подобно тюменам и гуенам. Тюменам и гуенам это Гуной, Вашандероевцам. Сала составляют ныне Эндре особый квартал. Ауховцы заключались в одной деревне Юта-Аухе. Все эти 3 народа, то есть гуены, Сала и ауховцы, имели от себя жителей и на урочище Эндрей, нынешний Андреев, где каждый из них имел свой участок земли и владел вырубленными и вычищенными окрестных лесах полями. Вообще край нынешних кумыков
со всеми вышеперечисленными племенами зависел от Шамхала Кумыкского, которого владения простирались от Кайтака до кабардинских земель. В то время кабардинцы занимали и горы между Териком и Сунжей, называемые кабардинскими, до урочища Сатай, где ныне Черленная переправа. Пункт этой, по преданиям туземцев, заслуживал, вероятно, был действительно границей между древним Дагестаном и Кабардою. Следовательно, и проживающие между Териком и Сунжей казаки, и поселившись там же в последнем времени брагунцы, принадлежали к составу одной или другой из тех областей. В ширину Дагестан граничил с Гунбетовским хребтом и Каспийским морем. Все народы его составляющие, в особенности те, которые обитали на Кумыкской равнине и в горах, смежных Эндереевым, были напитаны воинским духом и не любили, безусловно, повиноваться Шамхалу. Тюмены, гуены, сала-яуховцы иногда ссорились между собой. Гуены особенности враждовали против тюменов, но уступали первенство Сала, имеющим союзниками ауховцам. Своих однофамильцев гуены же, кроме собственной отваги, никаких союзников не имели. Шамхал Кумыкский Андия разделил свое владение на уделы между сыновьями. Один из них, Султан Мут, не получил от отца должной себе части, потому что считался чанком. Это как раз таки о том моменте, когда вообще переселились за Сулак. Помните, были рассказы? Вот это как раз об этом. Потому что считался чанком, рожденный от черкесской узденки из фамилии Анзоровых. Потому не имеющий равных прав на наследство с другими братьями, рожденными от княгинь. Султан Мут, обиженный этим отказом с братьями своими, рожденными от его же матери, Муцалом и Ахмедханом, переселились в Чирьюрт, где нашел несколько семей сала или салатавцев, вероятно зашедших с речки Саласу, где было главное их поселение, был принят ими с радушием, и, судя по услугам ими ему оказанным, должно полагать, что они прежде были друзьями или аталыками этого князя. Султан Мут поехал в сопровождении их в Кабарду, к родственникам своим Анзоровым, откуда привел многочисленную дружину, предложил отцу своему, свойственными ему настойчивостью, свидания. Отец, не предуведомленный о приведенном войске, выехал к нему с незначительным прикрытием. Свидание было при колодце Тимиркуя, что наполовину дороги от Чирьюрта к Кум-Таркали. И в то самое время, как отец с сыном беседовал, нахлынули из засады кабардинцы и принудили Шамхала уступить Султан-Муту потомственное владение, весь край, простиравшийся от означенного колодца на запад до земель кабардинских. Удел таким образом у Шамхала исторгнутый составляла едва ли не половину всех его земель. Почему бы ему не сказать тогда же, что уступка такова была от него вынуждена вероломством? Следующий факт должен разрушить неудовление, встречающее в этом непомерном уделе, получившим незаконным сыном от законного отца. Упрочив свою полученный удел, Султан Мут не замедлил переселиться из Чирьюрта в урочище Чумлу, в 3 верстах выше Эндерея, лежавшей на правой стороне Акташа. К примеру его последовали вышедшие с ним из-за Сулака кумыки, салатавцы, о коих было уже сказано, что они предки салауздений, гуены и тюмены. Из Чумлов сыновья Султан-Мута, Казаналип и Айдамир со всем народом переселились в нынешний Эндерей. Первые союзники Султан-Мута – салатавцы, обитавшие у Саласу и части Чирьюрта, составленный сильный класс в своем племени. С прибытием в Эндерей их потомков под именем Сала,
Это эти немало немало не лишивших своих преимуществ потомков Султанмута осыпали их разными благодеяниями, дарили им земли, невольников, оружие и прочее. Зато Сала обязаны были верою и правдою служить князьям в качестве уздений, не щадя в случае нужды и жизни своих для них. Подобно салоуздениям, князья отличали пожалованием земель и многих других уздений с тем, чтобы они служили им по примеру сала. Кварталы, в которых живут салауздения, имеющие землю, воду, работают на землях сих последних. Наконец, кварталы или общины, которые имеют своих. К этому последнему разряду я причисляю гуенов, гуной, и тюменов, древнейших обитателей края, вместе с Сала, прежде всех признавших власть Султанмута и положивших основания кумыкскому владению. Хотя Султанмут и сыновья его, Казаналип и Айдамир, утвердили за ним тогдашние их земли, но гуены и тюмены в предложении многих лет должны были бороться со всевозможными препятствиями, мешавшими им пользоваться своим достоянием. В результате всех их деяний и справедливых усилий было то, что они сохранили до сих пор неприкосновенными свои права, поземельную собственность и некоторые характеристические обычаи. Ныне гуенам принадлежит превосходные земли не в дальнем расстоянии от Эндрии, а по берегу Сулака, выше Тимир-аула. Тюменам принадлежит урочище Бурунчук за Сулаком. Первые находятся под покровительством князя Эйдамировых, последние Казаналиповых. И те, и другие по смыслу своему, происхождению, значению и общественной организации кумыков следуют вторыми за салауздениями. Богатые из них могут служить при своих князьях со своими предложившими уздениями, достоинствами и почестями. Не имеют гуены и тюмени права на древность, самостоятельность, не будь у них земель, они по образу настоящей бедной своей жизни могли бы быть причислены к третьему разряду уздений. Записал это, прошу не путать, записал это Шихалиев Д.М. Рассказ Кумыка о кумыках, Махачкала, 1993 год. Это непосредственно кумыкское предание. Так. И чтобы много вас не мучить, так, особо делаешь. Алгазский Муху, Руслан Музартанов и так далее. Ладно, чтобы сегодня уже не сильно вас задерживать. У меня много задавали вопрос по Хатуни. Есть такое село у нас в Чечне. Спрашивали, кто основал и какие есть по этому поводу информации. Аул этот фамилии Элистаншхоевский. Он образовался около 40 лет тому назад, то есть он основался, считая от 1869 года. Получается, 1829 году основан, считается, датой основания села Хатуни. Что помнят еще многие старики хатунинцы.
один эльстанжинец из аула Эльстанжа, нуждаясь в пахотном месте, отправился с целью поискать свободные поляны. Вблизи он не нашел ее, и поэтому пришлось удалиться от аула верст за 7. Проходя местность густым лесом, он заметил недалеко от себя опушку орешника, мысленно решив его вырубить, его и расчищенное место приобрести в свою пользу. Но подойдя ближе, он увидел, что грунтом орешника было болото, грязь, по-чеченски хатта. Понимая, что усилия в этом месте останутся напрасными, эльстанжинец пошел дальше по течению ручейка, который выходил из болота, и, пройдя еще версты 3, дошел до места, жизнь на котором обещала полное приволье. Без особых усилий он расчистил местность под посев и занял его. Но как уход за посевом требовал похода от дома к занятому месту и обратно верст 20, то он решил поселиться там навсегда. Впоследствии он взял свое семейство и водворился с ним на новом месте. Конечно, переселение эльстанжинцев из аула не было секретом для жителей, его одноульцев, и потому многие последовали к примеру переселившегося. Признательные пришельцы, очень довольны жизнью на новом месте и обязанные открытием его болоту, назвали поселение Хаттуной. Записал это в 1869 году Попов И. В крепости введено ССГ, выпуск 4, часть 1, страница 4. Хачарой. 11 селений рода Хачарой расселились из селения Хачара, Хачароя, Хачара и Матпароя, Матпха. Так, там Химой и так далее, и так далее. Здесь есть и про Цечуай, и Мелхи, и так далее. Но, чтобы сразу про все одновременно не рассказывать, я хочу, чтобы ответить на ваши вопросы. Так, дайте мне ровно 1 минуту, мне нужно перезагрузить, час закончился. Не уходите, не теряйтесь, я перезагружаю, и мы заходим снова. Всем, не уходите, я перезагружу, и мы продолжим эфир. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Так, я прошу у вас прощения, но, как вы знаете, у нас технические, как говорится, телефон не мой, я не знаю, еле-еле пытаюсь как-то исправить это все. Но понемножку мы все исправляем. И я прошу прощения, в первой части я как-то сумбурно не успел. Мы все мусульмане, нохчи, прошу всех по мере возможности сделать дуа за наших братьев-мусульман из Марокко. Там произошла сегодня трагедия, очень много погибших. Дал геш дуацан, дал декал бойлюш, дал елсмани хайши бойл. У кого есть возможность во время намаза, чтобы вы сделали дуа за наших братьев-мусульман из Марокко. Там произошла трагедия, произошло землетрясение. Вот. Это раз. Это из, так сказать, не лучших новостей, которые есть. Есть и хорошая новость. Я хочу зачитать вам их. Публикацию я еще не сделал, но новость свежая. Я ее тоже прочитал буквально. О присвоении, это очень важно для всех нохчи, о присвоении 8 населенным пунктам, образованным законом Чеченской Республики Нохчи-Чуя от 08.07.2022 года номером 38 РЗ об образовании населенных пунктов в Урус-Мартановском районе Нохчи-Чуя Чеченской Республики. Наименование этим селением: Ялхарой, Акка, Чармах, Хейлах, Пешха, Хайбах, Галанчаш и Моцарах. Соответствующие материалы будут направлены в Росреестр для проведения. И Юрча уже на уровне законодательной базы полностью приняты парламентом и отправлены. Я думаю, что они будут, несомненно, в Росреестре приняты. И в дальнейшем 8 селений, названия которых я вам перечислил, будут возрождаться, будут строиться. Название этим селам уже вернули. Вот. Так что это хорошая новость для всего нашего народа, для Акки, Пешха и всех остальных. Также хочу сегодня задонатили сестра Таиса с Ютуба сегодня. Из Инстаграм поддержал наш брат Айса
Гудермесский, он тоже поддержал. Огромное спасибо, без вашей поддержки. Так, меня видно, слышно? Напишите мне, если меня видно и слышно. Друзья, меня видно, слышно. Напишите окей, не окей, видно, нет, чтобы я мог продолжить эфир. С какого места я перестал? Где последние мои слова, которые я произнес? Если вы скажете, я постараюсь повторить текст. Ибраим, кто-нибудь отправьте запрос на канал, чтобы я смог... Ибраим, ты можешь отправить мне запрос на канал? Ай-яй-яй. Все нормально, брат. Хорошо. Как я сказал, с 2013 года этот канал, точнее этот аккаунт принадлежит мне. Я его зарегистрировал. Никто поддержка. Единственное, мои друзья и работодатели, это мои братья и сестры, которые находятся на этом канале. Ибраим, салам алейкум. Алейкум салам. Ничас етерсу. Ахат сахайта, атос тахан. Где задонатил Олча сетира зависетил продолжить собирая. Пропустите, ну да, сега. Да, хорошо. Хорошо, ДРС, Ибраим. Сумка ахайтла, что просто я... Телефон, ой, что. Так вот, с тех пор мы работаем вместе с вами. Вы знаете, что самое тяжелое время, и мы отвечаем на вопросы, острые вопросы. Да, конечно, я понимаю упреки многих людей, а многие люди упрекают и в том, что я вовсе не историк, пытаются исказить мое имя и так далее и тому подобное. Это абсолютно, это абсолютно для меня не является оскорблением перед Всевышним, я чист. И в любом случае, кто бы что ни говорил, они берут на себя грех. Да, многие говорят, что ожидают, говорят, что нет у меня исторического образования. Как-нибудь, когда в ближайшее время, я надеюсь, просто не было до этого как-то, я вам покажу обязательно свой красный диплом в прямом эфире. Исторический факультет, специализацию. Возможно, вы можете посмотреть все там оценки, увидеть, кто подписал, и когда я закончил. Я максимально пытаюсь быть с вами, вести правду. Что касается некоторых вопросов, которые мне задавали и задают, и прислали. Касаемо генерала стратегического назначения, опять Русик сбунтовался, видать, у него проблемы. Да и не только Русик. Пост, который был сделан мною, заинтересовал нарнийцев о Бамуте. Пытаются всяческим образом доказать, что Бамут являлся якобы ингушским селом. Бамут не являлся ингушским селом. Определенное время территориально, лет на 5, переходили
переходил Бамут в ингушскую автономию на 5 лет, или 4 или 5 лет. Поэтому за это я абсолютно не переживаю. Я понимаю, что всяческим образом пытаются задеть, несмотря на все. Есть до сих пор материалы, есть до сих пор то, что скидывают. Если я активно не публикую этих фейковых бросов, вы не думайте, что их нет. Конечно же, мы будем их опровергать. Бамутов, как вы знаете, было 3 бамута: средний, нижний и верхний бамут. Разные бамуты в разное время. И брат Саид Хусейн задонатил, Саид Хусейн. Огромная благодарность моим братьям, которые не забывают поддержать наш канал. И вот, что я хочу сказать по поводу бамута. Прислали ссылку, где там написали, чуть ли не скидывают. Я вам говорю, в день 300-400 ссылок. Всех рассмотреть. Я пытаюсь всех рассмотреть. Я уже настолько в этой теме. То закидывают, что там держали бамут полностью одни, то другое, что там воевали, погибали за них. Вы знаете, по второму, по третьему кругу, ложь, которую они трактуют по второму, третьему кругу, пытаются закидывать. За эти вещи я не переживаю. Я хочу напомнить лишь об одном. В 1971 году, когда жители Бамута, акинцам, приходили люди и просили, чтобы они записывались как представители соседней национальности, хотя они сказали, что они новчи, чеченцы, они являлись акинцами, лом-акинцами, им сказали, якобы, записывайтесь ингушами сихир души. Это в 1971 году, когда ни одному чеченцу в то время и в голову не приходили такие вещи. Я не видел, чтобы кто-либо приходил или ходил там и просил кого-то переписываться, веря в эти названия братства, войнахи и так далее и тому подобное. Много было случаев. Я опять же не утверждаю, нету никакой разницы. Сегодня я много раз говорил, мы за братство и за то, чтобы у каждого была своя республика. Зная все эти перипетии, зная все это, несмотря на все это, в последнее время все перешло на уровень даже государственного образования. То есть начали на государственном ради, на так называемых государственных вещаниях, начали показывать карты, публикации, книги, футболки. Пошлам. Хан, Нохчик, Бамут, Голгай. Яцдеш. Ну что? Нет, конечно, Бамут не был и не будет никогда. Бамут находится и вся сторона. Правая сторона Фортанги, Мартанкины, старое название, находится в районе нашей республики. Это неправда Заур и никогда не был. Вот. Несмотря на все это, всяческим образом некоторые пытаются закинуть, население скидывают. Представьте, если сегодня, в то время, я еще раз повторюсь, я был на открытии мечети акинцев, лам-акинцев, и там мне взрослый человек, исконно Нохчи Тейпо, рассказывал об этом. И я у него спросил, это аманат, то есть это между нами разговор, или я могу рассказать это? Он мне это рассказал специально, чтобы я довел. Все они являются исконно новчи, лам-эхкой, и он рассказал мне этот случай, полевой материал. Есть вопрос, Башлам должен знать источник, где говорится о необходимости доставить Евангелие разным горским обществам, в том числе и народу Нахчи. Это 1310 год, когда зафиксировано письменно. Послушайте, Никсон, я это публиковал. Спуститесь на моей странице, все эти публикации есть. Сам нарниец Руслан говорил, что 200 лет уже как вот эту якобы ложь грузинские ученые, которые ошибочно написали, что якобы нету этого доказательства. Эти доказательства есть, они опубликованы. Я и грузинскую версию вам опубликовал. Я вам закидывал грузинского историка, профессора,
посмотрите, на нашем канале все это есть. Зачем мне повторно что-либо публиковать? В 2-3 версиях разные, и грузинские, и не грузинские версии, где это зафиксировано в 1310 году. Буквально дня 2 тому назад, и сегодня повторно еще один подписчик скинул мне карту 1444 года, это грузинская карта. Опять же, 1444 год, это 15 век, это хоть и позже. На этой карте территория Чечни полностью записана под названием Нахчи. Никакие вайнахи, никакие удмурты, чеченцы, ассы и как там их еще сейчас они, чем они только... Никаких названий нет, там есть название Нахчи. Валлахи, биллахи, талахи, у меня никогда не было, и я не пытаюсь. Ко мне доходит информация, я проверяю достоверность этой информации. Если эти карты нету, ссылки провожу и публикую. Есть карту, еще одну карту прислали 1805 года. Я ее еще тоже не опубликовал. Там написано Нахчи, Нашки, то же самое записано. И с этих карт я уже столько публиковал. С этим проблем нету. Последняя новинка, то, что выкинул этот норнеец, это где он утверждает, что якобы Орспай и Нохчи являются кочевыми племенами и так далее и тому подобное. Само собой, Бузуртанов это все добавил. Я говорю, это текст, где они скидывают. Да, скидывали этот материал, но там было написано только Карабулаки. А теперь уже добавили и Нохчи. То есть мы кочевые племена, то есть не автохтонные. Говорит, а там не упоминается, говорит, наш народ. То есть, говорит, ингуш, и мы записаны как автохтонные, они пришли. Это новая версия добавляется. Так вот, кроме храма Тхабаирды, были ли в то время другие церкви? Еще раз говорю, конечно, были. Конечно, были. И в горном Дагестане были. Там же указываются земли Нахчта и Хунзи. Это же были. Но с приходом ислама уничтожены. Вы посмотрите, те прекрасные башенные комплексы, святилища, которые были в Терлое, которые были в Лам-Эхте. Я же вам закидывал последнее видео. Вы послушайте. Во время второй чеченской кампании, первой чеченской кампании, эти башенные комплексы, эти места, где могли скрываться якобы боевики и так далее и тому подобное, уничтожались памятники культуры нашего народа ракетными обстрелами, и это все знают. Если же не ракетами, не пушками, то разбирались для блиндажей и всего остального. Все, кто не верит моим словам, может поехать сегодня в Итун-Калинский район, когда вы будете проезжать главные блокпосты в сторону Цойпеда. Посмотрите посты, которые стоят там, сегодняшние армейские посты специальных погранслужб, у них блиндажи изложены из камня, опять же, из камня, которые когда-то некогда были башни. Они то ли под воздействием природной катаклизмы, то ли под воздействием обстрелов. Эти камни были взяты и сделаны из них блиндажи и укрытия. Есть и такие места. Вы можете это сегодня посмотреть. Ни для кого не секрет это. Хорошо ли или плохо, во время войны не сильно многие люди вообще, вы забыли, как в Первую и Вторую войну разграбили Чеченский музей в городе Грозном. Есть видеопубликации, где сам российский генерал говорит, что варвары были обнаружены и украденные ружья 18-19 века забрали. Есть материалы, где публикации в Ставропольский край попали с наших архивов, просто документы сохранились и нашли, вернулись со Ставропольского края музейные экспонаты нашей Родины. И многие, которые не вернули. Неизвестно, в каких музейных сегодня они загажниках лежат и где. Вы думаете, варвары, вандалы имеют честь, совесть, и они вот такие хорошие вернут сегодня возрождающую нашу Родину, но чуть-чуть нам отдадут исторические артефакты? Нет. Ну, хорошо, это может быть, они не являются представителями нашего народа.
Они не являются Нохчи. Но наши же Нохчи, которые сегодня находят чернокопатели, и Юни рассказывал еще в эфире, вы забыли, когда они все, что находят, распродают, где бы, какую бы копейку не давали. То же самое происходит и в Аухе. Ауховцы не могут, даже если у них есть какие-то артефакты, не могут возродить, потому что нету ни их музея краеведческого, ни сельского. Они не могут вернуть свои земельные наделы, не то что там мечети еле-еле возрождаются. Эта проблема есть везде. Да, у нас есть там в Урус-Мартане, в других местах какие-то небольшие музеи краеведческие. Все это восстанавливается понемножку, но это трудно. Таким же образом башенные комплексы в горной части уничтожены. Есть те люди, которые жалуются сегодня, говорят, почему восстанавливают, они не будут иметь исторической ценности. Они будут иметь исторической ценности, потому что не все башенные комплексы можно возродить. Есть те, которые законсервировались, те, которые оставили, те, которые нужны небольшая реконструкция. Нужна, понимаете? И это наша история. Да, конечно, я не прошу там брать цемент, все делать. Вы посмотрите, в Ношке есть башенные комплексы, которые возродили, допустим, Ялхуай. Полностью, тютелька в тютельку, по стандарту, такой, какой должен быть башенный комплекс. Я опубликовал это. Возродили, показали, все, настолько они четко сделали Ялхуай, да, Си-20. И остальные другие тайпы. Максимально они делают это. Я уверен, и в будущем, я уверен на 1000%, когда ауховцам вернут их земли и все остальное, и ауховские башни тоже будут восстановлены. Башлам, я вот о чем. Если надо было передать Евангелие народу Нахче, то кроме храма Тхабаирды были ли еще другие христианские храмы на территории нахских обществ? Послушайте, в 13-14 веке, что были какие-то другие, мы в рамках одного государства были. Возможно, были. Возможно, еще раз повторюсь, были эти храмы даже на Терлойских землях. Вы послушайте, какую наглую ложь сегодня клевещут на нашхоевцев, на акинцев и остальное. Зацепившись, что в первом договоре, который был заключен, опять же, я не упрекаю, что он был заключен в 1770 году, записанный Гюльденштейном, они говорят, что эхи, наши были в договоре, и они были ингушскими обществами. И потом, когда их прикрепили к аргунскому непосредственно части Аргунского ущелья, они стали отдельно и стали из ингушей превратились в чеченцев. Как вам такое? Нашха, прародина всей Восточной Чечни, оттуда ушли и основали на реке Искяк, Искерия, Ичкерия, переделанные на тюркский лад. Основатели сели. Те же Бейно, Ялхой, Алрой и так далее, Энгной, и все они вышли из Нашхи. А Нашха была ингушская. Не просто сказать, что вся Чечня это Ингушетия. Но это ложь, это фальсификация, и никто не останавливается. Нордийские паблики увидели, что я закинул исторический материал, где указывается, что Бамут защищали его жители, и они воевали против царской России, которая наступала вместе с ингушскими отрядами, которые были в царской России. Я задался вопросом, зачем отвоевывать ингушское село ингушам, если оно ингушское село, зачем воевать и брать его военным походом и истреблением оттуда людей? Возникает вопрос, а чей он был тогда? У меня возникает вопрос. Не 1926, не остальные года. Я могу точно так же сказать Русику и все, и тот, кто баламутит и пишет, что Бамут это якобы является не чеченской территорией. А до
1860 года чей был Бамут? Когда не было вообще такого округа. К кому он относился? Проживающие там Ахки, Мялхи, остальные Нохчи Тайпы. К кому они относятся? Где их исконные земли? Всегда были и есть. Кому? Там проживали Ахки. Когда нужно, Ахки становится автоматически тем, кто хочет эту территорию присобачить. И Уарспа. С одной стороны, они говорят, вы забрали землю в 2018 году, пишут, вот эту фитну закидывают. Ложь. Хотя в 2009 году эта земля была сворована, грубо говоря. Но факт есть факт. Сворована, зная это, в 2009 году она была украдена, а доказательство, что она была ваша, они говорят, Мерзо это наше, Цечо это наше. Не проходит и 3 года сегодня Руслан утверждает, что немецкие ученые говорили, что Уарспа и Нохчи были кочевыми племенами. Когда выгодно, Уарспа становится ингушами, когда выгодно, а он взял 2 книги, эти книги, вот одна из этой книги, вот она, вот эта книга, вот. Он утверждает, что вот эта книга якобы наполнена негативом, ложью. Эта книга написана Умхаем, в 2012 году. Эта книга есть, и здесь я вам зачитывал эти материалы. Здесь очень много. Если бы я просто-напросто начал, эта книга к тому периоду, в 2012 году, отвечает полностью на вопросы того же Абадиева, того же ныне покойного Кадзоева, Нурдина и всех остальных, кто это говорил. Поэтому здесь стоят такие вопросы, братская межа, проблема, там, провокационная деятельность некоторых ингушских там, этих, разгул дилетантизма, история по-кадзоевски, о чистоте крови. Здесь они все, вот это оглавление, все именно как раз написано о том, что они публикуют и опровергают эту ложь. Вот эта книга. Книга о Карабулаках, у меня ее нету, к сожалению, но она у меня будет. Кстати, он недоволен и книгой Карабулаков, которые есть. Он говорит, что Карабулаки и Нохчи, они являются кочевыми племенами. Поэтому получается, как-то получается, я не понимаю, как может такое раздвоение быть. С одной стороны, вы говорите, это ваша земля, а с другой стороны, вы говорите, что они, то есть Уарспой и Нохчи, это кочевые племена, якобы. Об этом указывает некий немец. Так вы определитесь, кто мы. Мы пришли кочевники, мы это и Нохчи, и Уарспой вместе. Это говорю не я. Это в своем эфире ответы говорит Руслан. У меня возникает вопрос. Мы никогда не отказывались от Уарспа, мы говорим и утверждаем, что это наши фратри, что это наш народ, часть нашего народа. Мы едины. И никогда не отделяли. У нас нету такого понимания. Для нас каждый Уарспо, он Нохчи. Каждый Мялхи, он Нохчи. Каждый Эхти, он Нохчи. Будь он аумховец или лам-акинец, будь он на плоскостной территории, будь он на другой территории. Но я вам сегодня зачитал, посмотрите, предания, кумыкские предания. В Дагестане написано кумыком, зафиксировано другим каким-то дагестанцем, и он утверждает, что северная часть, они оправдывают, что северный Дагестан, они принадлежали земле, но оно никогда не было северным Дагестаном до того периода. До 1921 года это были разрозненные там Шалхала Тарковского, другого там Аварское ханство, другое, оно было разделено. Потом объединили, назвали. Если так судить, я
знаю некоторых ногайских историков, которые говорят, до Пятигорья это земли ногайцев. Сегодня ногайцы в составе Дагестана. Тогда получается, Дагестан должен быть до самого Пятигорска. Я правильно понимаю? То есть и кумыки говорят, мы жили по Сунже до самой Назрани, то есть получается, эта земля тоже вся Назрановская, то есть до Назрани вся кумыкская. Вот по таким вот разговорам формируется карта, рисуется, и мне приходится потом говорить, что это вот фейк, что это неправда. Книги печатаются по этому вопросу. Миллион раз говорил, что Шали это название никакое не тюркское, никакое не аварское, ничего подобного. Пока мы были в Ножке, пока мы были в горной части, после нашествия Тамерлана, они раньше пришли или остались от Тамерлана, начали занимать эти места. Основатель Брагунов говорит об этом. Когда мы здесь заселялись, этот непосредственно между реками втекает, где река втекает Сунжа в Терек, эта местность, говорит, была пустая абсолютно. То есть публикация, они уже в своих преданиях говорят, что это место было пустое. Никого не было. Благо он еще упоминает, что чеченцы, когда начали спускать, начали нападать. Это Брагуны, чтобы было понятно, где находится Брагуны, кто не знает. Вот в сторону за Гудермесом, вот это нижняя часть. Это уже переходит ближе между Тереком и горной частью. Что касается кабардинских князей, вот эти же предания говорят, что вот эта часть больше была под кабардинцами. Дагестан, он говорит, Дагестан граничил с Кабардой. Как вам такое? Но никто из них не говорит, что эти земли чеченцы ушли в горы. Что эти земли мы, беки, ханы, нуцалханы получили за счет того, что мы были с царской Россией. Благо, хорошо, брагунский хан еще упоминает предание о брагунах, говорит, что имам Шамиль не смог нас покорить, но мы, говорит, потом уже подпали под влияние царской России. Да, есть официальные документы Ермолова и остальных, кому при. Что касается гуноевцев, которые жили, дышнинцев, которые жили в Эндере, мы об этом знаем, мы говорили об этом. И рассказывали, подтверждение этому есть. Целые кварталы в Эндере они были. Отражение, что ближе к острову Чечен, никакой это не Чертень. Я смотрел, удаля смотрел, и везде читаю, смотрю, проверяю это все. Искьярд, река, которая до сих пор есть, Искерия, Искьярд. Взяли, исковеркали, нет, Ичкерия должна быть, а не Искерия. Родная река, которая есть, Искьярд, которая есть название, свое отталкивают, берут какое-то тюркское название и утверждают. И причем это, если бы это сделали бы только тюркоязычные, я бы мог понять их амбиции. Но это делают свои же. Да, я знаю, я смотрел некоторые передачи Аксагова, но не сильно, я не сильно наблюдаю за ним, Никсон. Вот. Поэтому моменты есть, я просто не успеваю. Вопросы за вопросами нужно отвечать, нужно говорить. Вот сегодня прислали почти что один в один башенные комплексы Шаройские и Тумкалинские. Один в один есть вот в Тушете. Мне прислали видеоролик, я его опубликую, посмотрите. Один в один с нашим. И задаются вопросы. Почему вокруг так много разных домов, и вот посередине есть несколько башен? Откуда они появились в Тушете? Построили их, или Майстой построили, и Баува их построили. Или Тирова их построили. По-другому, если сказать. Или другие мастера построили. Или же их построили ингуши. Тогда возникает вопрос. Сколько же у вас населения было, что везде, по всему Северному Кавказу, в Тушете, Грузии, везде их строили. Там должно быть огромное население. Но населения такого нет. Не было. Морковин они утверждают, есть там. Что касается этого Аркадия Гольштейн, да, не ошибаюсь. Да, Гольштейна. Да, он говорит, что восточные ближе к восточному, они чуть-чуть меняют, они похожи на дагестанские башни. Но нету дагестанских башен.
Там есть пару башен, которые вообще не похожи на наши. Квадратные, двух-трехэтажные она. Имеется в виду именно вот такие башни. Что стоит одна Хойская башня? Нету аналогов из них. Конечно, имела дом на Зароне. Об этом пишут наши этнологи, и Заурбеков пишет об этом. Искьярк, или от речки Искьярка она появилась, или же от первых 9 тейпов, которые спустились из Ножки и осели на этой местности, которая называлась в дальнейшем Ичкери. Мы можем понять, как она трансформировалась. Конечно, можем. Потому что мы знаем, что в этой области шли непосредственно взаимоотношения экономические и другие взаимоотношения шли с тюркским населением, которое уже в тот период, они уже перешли в Сулак, они уже занимали кумыкскую низменность, в дальнейшем, которая начала называться кумыкская низменность. Вот. Поэтому моментов много. Ингушетия Орска Шешкан до Эстен Бах Галаях. Заур. Я не знаю, что там они говорят. Мы говорим за свою территорию. Но я знаю одно. Оскорбление и для Нохчи народа оскорбление, потому что мы являемся автохтонным народом. Когда нас и часть нашего народа Орства называют кочевыми племенами. Вот это неправильно. И это сделает заявление человек, который говорит, я написал 3-4 книги, там благодарности, шейх, Руслан и так далее и тому подобное. Когда задаешь этот вопрос достойным братьям, которые наши соседи, войнахам, ингушам, так сказать, они говорят, он такой-то, такой-то, его никто не слушает. Никто не слушает, вопросы задают, тема продвигается, и вот. Речь идет или о песнях каких-то, он поднимает книгу в поисках национальной идентичности, упрекает нас, он и говорит, послушайте, он не говорит даже, что соседние 2 общества. Это Новчи общество, он называет, и Орское он общество называет. И Орское больше по количеству, если собрать, количеством соотношения. И Новчи, само собой, десятки, 20 раз больше, чем он. Но он их называет обществами. И они недовольны, когда сегодня кто-то называет их 10-м тухумом или обществами. Если ваши люди заявляют, что вы называют Нохчи обществами. А какое? Да, хорошо. Мы сегодня затрагиваем вопросы, смотрим, хорошо, вот я взял, зачитывал вам о мифе предания чеченского народа. Вы занимались только своим. Только своим нужно было заниматься. Вы задаете вопросы, вы сделали это, вы сделали то, вы у нас земли забрали. Послушайте, мне прислали пост, скрин. А некий индийский паблик публиковал на 6 сентября пост с чеченским флагом. И мне прислали скрин под ними, под этим переписки. Чтобы было понятно, я просто не успел, я не сохранил его. Скрин прислали. И ему, админу, пишут, Халерт Ауй, зачем ты вообще поздравляешь их с этим праздником? Что ты делаешь? Ты забыл наши земли в 18-м отобрали. И в течение 50 минут он удалил этот пост. Это поздравление на 6 сентября. Удалил просто-напросто. Хороший пост, который мог бы сблизить, по идее. Там чеченский флаг, там в принципе больше это, ничего такого нет. Ну, даже Сюли себе такого не позволяет. Какой бы там ненавистью или презрением они к нам не относились, некоторые, они не позволяют. Гумки себе не позволяют этого.
Вот такая вот балалайка. Ассаламу алейкум, алейкум. Салам башлам дот тарқай тайп нахлят эл халдаца. Он тухум юк дох расположение баркал. Тарқай дох шлац нахчи чинхай. Тухум юк дох шлац, они идут отдельные. В основном всех, которые я смотрел, если турқай баха, из-за нашхай тайп до, Тарквай не входит ни в один тухум, они идут и у Мамакаева, и у остальных, как инородные. Я не могу более сказать по официальным данным и что. Они не входят ни в какой тухум. Ассаламу алейкум. Юз на номер юй карты. Ассаламу алейкум. Юз номер юй карты. Милшт карты баха номер юй. Вот. А так, по остальным вопросам, я принимаю любые. Отправляйте запрос, приходите, говорите, вот это правда, вот это неправда, здесь так-то, здесь так-то. Мы готовы к дискуссии. Но если говорят, а потом удаляют, или мне приходили десятки, вели со мной эфир достойно, красиво, достойный эфир, потом уходят, нас не оставляют, у нас претензий нету. По-братски, да, я кара эфир. По-братски, да, я кара эфир. Хотя ничего плохого они не говорили. И в эфире всех их поддерживали за братство. Почему-то вот такая вот ситуация. Я не могу закинуть посты, не могу, как имеется в виду. Бегут, жалуются, делают. Для поддержки привязан номер карты есть. Номер карты вот у меня снизу. Платон номер друг 1. Видишь, снизу прикреплено написано. Номер карты для поддержки нашего канала. Есть. Вот, по крайней мере, кто отправлял туда, доходило. Хоть и немного поддерживают наш канал, но огромная благодарность всем, кто поддерживает. Работа ведется. Работа ведется. Документов уйма. Доказательств тоже уйма. Если вы думаете, что кто-то отказался, кто-то что-то сделал от того, что там поменялось мнение этих людей, не поменялось. Не поменялось. И претензии будут, и усилия будут и непосредственно у других соседей, которые недовольны. Еще раз прошу, не забывайте, прежде чем вы что-либо рассказываете, посмотрите и карты посмотрите, и достойных своих ученых послушайте. Они могут вам показать и карты, что до 2009 года этот участок всегда был и есть за территорией Чечни. И братский номер телефона есть, но номер телефона я не публикую в прямом эфире. Есть номер карты. Эту карту можешь просто записать, вбить и можешь отправить. Номер телефона не оставляется в прямом эфире. И еще, кто бы ни говорил, что спорные территории, которые даже были, спорные территории, эти 8 селений, что их отдали, подарили, по-братски оставили. Вопрос по демилитаризации решен. Оставили 70 тысяч гектаров. Все это был жест, братский жест. На самом деле от этого хуже быть не должно было для здравомыслящих людей. Вечные претензии о том, что кого-то пугает. Никого никто не пугает. Серноводский район есть. Свет провели, газ провели, восстановили. Вот сейчас восстановили Цечоевский башенный комплекс. Великолепный. Это сделали Нохчи. Посмотрите, кто еще там восстановил хоть что-либо. Эта земля нужна, чтобы удревнить свою историю.
комплексы, которые есть на этом Серноводском, ранее Очкой-Мартановском, Галанчевском участке, есть башенные комплексы в Ветункалинском, Шаройском районе, которые по датам намного древнее. Каталог есть, доказательства есть, и это зафиксировано ученым. Никаких проблем с этим нет. Кто-то сомневается, или если кто-то клянется, как в прошлом эфире, как человек, который взрослый человек, клянется и говорит, что в Чечне нет больше 2-3 этажей башни, он клянется Аллахом, а эти комплексы есть, их очень много. Башлам, хвала Аллаху, что есть такие историки, как ты, да, Аусварха, Дерес Хил, да, ушел, Дерес Масахам. Башлам, ты знаешь, что Египет дал слово дать доступ их архиву, и что там кое-что нарыли со времен Вавилона. Нет, не знаю, не слышал. Сейчас Гуцериев реставрирует ингушские башни. Да, не сейчас он реставрирует, он начал этот процесс давно. Но это их личное дело, это хорошо, пускай делает. Он может себе это позволить. У нас тоже реставрируется, но наши, понимаете, башенные комплексы на нашей территории, несмотря на всю сложность, даже наши специалисты их восстанавливают. Я что хочу сказать, что у нас они на более сложных участках горной части, Горлоевский, Тункалинский, Шаровский, то есть их очень сложно даже, я не знаю, если только вертолетами можно их восстановить, то есть прилетать, завозить материал. Очень сложные участки, и несмотря на это их восстанавливают. Это не такие горы, как в Ингушетии. Я нисколько не упрекаю, я говорю более ответственные. Не могу понять, что им дают эти башни, только про башни говорят. Ну, я не знаю, честно сказать. Ничто не дает и осетинам, в принципе. Ну, они, несмотря на это, говорят, мы аланы, аланы, аланы. Как будто только осетины аланы. Хотя прекрасные осетины знают, что Аланское царство входили и нохчи, и ингуши, и карачаевцы, балкарцы, даже адыги частично. Об этом сегодня говорят ученые, об этом сегодня говорят генетики. Ну, они говорят, вот, мы аланы и все. Ничего не дает, но, видите, взяли название тоже. Столицы Аланского царства, Магас дали. И сегодня даже есть некоторые люди, которые утверждают, что якобы этот Магас находится на месте древнейшего Аланского царства Магас. Хотя это не является достоверной информацией. Вообще ноль. Это то же самое, если бы некоторые нохчи говорили, что Грозный основал Иван Грозный. Но это вот как вы думаете, вот крепость Грозную основал Иван Грозный, если бы сказали. Это вот кто может, какой имбецил может в это поверить? Но есть люди, которые говорят такие вещи. Наверное, поэтому привязываются. Я не знаю, честно сказать. Ну, везде пишут, что мы страна башен и так далее. Башлам, ты видел длинный ролик со старцем из Макажоя мечети? Да, есть. Давно заранее я его опубликую. Материал немножко соберу, понемножку. Я должен опубликовать о томсоевцах материал, о макажоевцах сделаю материал. Все будет. Не спешите. У меня телефон накрылся. Это чужой телефон, я сейчас пытаюсь с ним работать. Сейчас уже наступает время, мне нужно перезагрузить его. Понимаете? Мне нужно перезагружать и я очень хотел бы много всего опубликовать. Материалов очень много. Очень много. Ну, технические беспорядки, такие сказать, я не могу все это. О макажоевцах у меня есть видеоролики, о мечети есть, публикации, о Алибеке, Зандаксом, Алибек Хаджи, Зандакском есть. Очень много есть материалов. Я говорю о моих братьях,
Мулкоевцах я написал статью и не могу ее опубликовать. И видеоролик есть. И 3 года я не могу его опубликовать. Верите? А моих братьев Эси я не помогу опубликовать, которые являются исконной ногчи с этих мест, с нашей территории. Ну, я пытаюсь всяческим образом, я пытаюсь, не жалуюсь, работу делаю, не отказываюсь. Сколько нас было в начале, вы же видели. Тут еще нужно параллельно как-то сдержать, нужно собрать наших подписчиков, нужно, чтобы никто не терялся. Чеберлой — это мои родственники. Сашичу Чеберлой. Тайпан Уарсуэвуш. Я их очень сильно люблю и уважаю. Всех. И Чеберлой, и Шарвай. Моя бабушка, мать моего дедушки была Шихара. Чеберлоевцы, мой двоюродный брат. Гуноевцы, Гендер Гноевцы. У меня со всех сторон, я как ногчи, у меня со всех сторон все ногчи. Они построили Магас на свободном месте и назвали его изначально местом расположения древнего Магас. Я знаю, что они в свободном месте, я не про это. Но Магас вообще не имеет к этой местности никакого отношения. Это столица была Аланского царства. Эти взяли, назвали Республика Алания, эти взяли, назвали Магас. Карачаевцы, балкарцы, ногчи молчат. Однако найденные раннего там Аланского царства захоронения показывают общие ДНК и ногчи народа, и балкарцев, и так далее, и тому подобное. Ну, ногчи молчат. У нас-то на всю республику аланистов 1-2 человека. Насколько я знаю. Да, Лукуахуэна. Вот. Но есть ли люди заинтересованы? Возможно, есть, я не знаю. Как написал один мне представитель, я не знаю, Дуки Илясов, что ли, как-то его фамилия, он мне написал, Дуки Илясов написал, салам алейкум, этот гимн наших соседей мусульман. Вставай, страна кавказская, вставай на смертный бой, чеченская сила темная, с языческой Чечней. Пусть ярость мусульманская вскипает, как волна, идет война исламская, священная война. Дадим отпор служителям языческих идей, жрецам Иблиса Муртадам, растителям людей. Пусть ярость мусульманская вскипает, как волна, идет война исламская, священная война. Джихада знамя черное поднимем над Чечней. В сердца вероотступников террора гвоздь вобьем. Пусть ярость мусульманская вскипает, как волна, идет война исламская, священная война. Поклонникам устазов загоним пулю в лоб, суфизму и язычеству сколотим крепкий гроб. Пусть ярость мусульманская вскипает, как волна, идет война исламская, священная война. Вы еще говорите, что чеченцы националисты или нацисты, что мы возвышаем свою нацию, но тут нестыковка, тут чеченцам войну исламскую объявляют. Вы представляете, исламскую, и кто это объявляет? Тот, который никогда не воевал за религию ислам, объявляет чеченцам, которые на протяжении 400 лет воевали за свою религию. Ислам смешно, честное слово, вы хоть раз за пределами интернета попробуйте что-то сделать чеченцам. Автор неизвестен. Он не соизволил свои данные оставить. Да, вот такие вещи. Вот такие вот вещи печатают. И этот человек написал мне, некий Дуки Илясов, что ли, он написал, что спрашивают, чеченец ли я. Я говорю, да, я чеченец, но чего. Он говорит, короче,
да вылечит тебя там и так далее. То есть он говорит, что у меня болезнь. Я ответил ему достойно, я его не оскорблял, я сказал, видать, у тебя недуг. Да, Маршал, надеюсь, ты вылечишься. Я ему ответил, этому человеку. Он пишет мне в Фейсбуке это. У меня нету болезней по воле Всевышнего Аллаха. У меня хорошие взаимоотношения и с адыгами, и с лезгинами, и с кумыками достойными, потому что они мне пишут и много информации мне предоставляют, кумыки предоставляют. Присылают много информации мне о Арстоевце, Галай особенно, Мержвайцечой, который не с нашей республики. Очень много материалов. Я их просто не публикую, потому что получается так, что опять же скажут, что я это поднимаю. Вот такие гимны, вот такие сказки, футболки, брошюрки печатают. Говорят, что чеченская территория это исконно их земля. Оставляя потом завтра пройдет 20, 30, 50 лет, они скажут, а вот вы видите этот коврик для намаза, и там эта территория наша, то посмотрите, вплоть до Очхой Мартана. Человек, которому за 60 лет сидит и говорит, Шатой это земли, которые у нас отобрали. Они до Шатоя уже добрались. Упрекая нас, что мы сюли родство держим, они, упрекая нас этим, сами сговорили Сюли. Сюли говорит, левая сторона Аргуна это вся была за ними, а правая сторона это была якобы за Ингушан. Да какой? Сколько? 8 тысяч человек в 19 веке, в начале 19 века управляло. Даже если мы возьмем правую сторону Аргуна, где было 100 тысяч ногчи, управляли 8 тысяч. Ну, я не знаю. Одни атагинцы могли противостоять им. Одно село, старые атаги, противостояли, когда они попросили помощи у царской России. Атагинцы. Гехинцы могли поставить. Атинцы могли одни противостоять. Об этом говорим, это говорю не я. Это говорят и старейшины, есть видеоролики. Против ламакинцев мы строили башенный комплекс, чтобы они не делали на нас нападение. Но несмотря на все это, я опять же не утверждаю, что мы не были когда-то, не были одним народом. Были. Если я скажу, что вы не были, я совру. А мне это не надо. Я не влазю в взаимоотношения с осетинами, не влазю. Не влазю в другие. Я говорю только про свою историю. Да, меня и провоцировали, и говорили, толкали на это, но мне это не надо. Жижи Галныш, которая всегда исконно являлась национальной кухней нашего народа, сегодня начали писать паблики и говорят, что это наша национальная кухня. Пяс, головной убор, религиозный головной убор, который был у ногчи народа, пишут национальный головной убор наш. Религиозная это скрипка, который с 18 века у нас есть, и жир, все это у нас есть. Сейчас откопали какому-то грузину, возродили наш древний инструмент, который у нас целый вирт есть, который использует его.
И там, говорит, были чеченцы, которые себя, когда им говорили, вы войнах, и они говорили, нет, мы, говорит, ногчи. Как будто Серноводск, это был их вотчиной. Это они у себя, это родина чеченцев. И Серноводск, и остальные места. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам рахмат. Я видел ролик, где на территории обстреливали. Но это была война. Я вообще не хочу вот эти две последние чеченские войны обсуждать. Я не хочу этого. Я ни себе проблем не хочу, ни вам проблем не хочу. Я говорю об истории. Я еще не могу добраться, как говорится, полностью разобраться с Кавказской войной. Вот мы зачитываем селения и так далее. Я сегодня вам зачитал хорошую новость. 6 чеченских селений, еще раз повторю, на законодательном уровне, то есть на законодательном уровне восстановлены. Еще раз повторюсь, в республике Нохчичуя восстановлены наименования Ялхарой, Акка, Чармах, Хейлах, Пешха, Хайбах, Галанчар и Моцарха. Все эти названия официально опять появятся на нашей карте. Иншаллах. Помните, мы говорили, что все понемножку исторические названия нашей Родины, исконно нашей Родины, возрождаются. Не спешите, по чуть-чуть, все это возрождается. Какая радость это для Экки, какая радость это для Пешхуай, Чармхуай, Хейлхуай. Для них какая Ялхуай. Это великолепная новость. Многие это могут просто пропустить и все. Но это хорошая новость. Галанчор название вернули. Оно будет опять на картах. Не исторических картах, не каких-то там мифических, понимаете? А на нашей современной карте это все будет. Разве это не хорошо? Разве это не хорошая новость для нашего народа? Для возрождающей нашей республики. Байсангуровский район, Шейх-Мансуровский район. Это исторические личности, национальные герои чеченского народа. Давид Царь, все, жим. Аухуай Махкада, Лахкечана, да, по уху сколько материалов. Вы не представляете, сколько еще есть этих материалов. Я просто-напросто не успеваю. Мне нужно собрать аудиторию, мне нужно сказать, Хадуилич. Третий час идет наш стрим. Сколько я прошу, заходите, задавайте вопросы. Ибрахим, если с Ютуба хорошие, плохие, если нету мата, перенаправляй вопросы. Я Ибрахиму это говорю. Шароевский и Тумкалинский. Очень много материалов. Каждый день. Есть даже некоторые башенные комплексы, которые я еще не опубликовал, которые тоже возрождены. И забыл еще сделать, еще должен пост про Псидах. Наконец-то Дюэл-Кюртара, прекраснейшая мечеть селения Псидах, Дюэл-Кюрт. Красавицу уже закончили, я опубликовать об этом не успел. Это большой праздник. Это сделали своими силами наши нохчи. Понимаете? Юсуп от брата Халкело. Брат Халкело ДРС Юсуп. Да, духу ахуэл. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. И вот сегодня я вам зачитал уже основание селения Хатуни, основание селения Борзой, основание селения Шали, основание селения Видино. По мифам, по преданиям, откуда они появились, в каком веке. Разве это не хорошо? Великолепно. Понемножку. Даже многие материалы, которые я публикую, вам рассказываю,
Их нету, ни в Википедии даже нет. И сегодня, если мы сами не будем продвигать, рассказывать о Тэпи Зандхуай, который трансформировал из Зурцхуай, стали Зандхуай. Хотя об этом говорят наши ученые, они были, эти документы. Искерк, Искери, оттуда появилось название, а не Ичкерия от кумыкского. Река есть, историческое название есть. Нет, нам нужно взять кумыкское название, тюркское название, проход в горы сзади или задний. Но откуда? Кто может сказать, историческая родина нашего, это горная часть Чечни, да? Где зад, где бок, где перед, юг, восток, запад и север. Все мы с запада. С запада расселение пошло дальше. Из чего это взяли, это название? Тюркские названия должны быть у тюрков, у себя дома. У Нохчи на своей родине должны быть нохчийские названия. Понимаете? Ничего против не имеем. И вот по этому вопросу тоже уже решается. Есть такое дело. Какой тейп живет в Хатуни? А там живут и цудохарцы, там живут и Эльстанджой, там разные тейпы живут. Но историческое название и когда, самое главное, когда было основано это село, там написано. И это самое важное. Дата самого названия, дата селения самого. Башлам Гюрджи бол чертуя муахкт ях бол карта да вариант. Башлам Гюрджи ях бол чертуя муахкт. Антипонт ТВ. Дам вариант ер. Ну так низкой. Это сразу будет антипонт. Уая Гюрджи лахтан претензий шу алла. Иштхум хилмегтига. Низкой с точки зрения истории. Многие могут этим вопросом воспользоваться. Питанда. Гойшон хинс. Тхуйгарник хадяхна царин шулахта дирпу. А здесь нужно быть шароевский. Башлам, они целенаправленно распространяют ложь про Нохчи и нашу историю. Опровергаешь их, но они снова и снова продолжают распространять ложь, не обращая внимания на опровержение. Да, конечно. А это методика, это ложь повторенная, это Геббельс, кажется, сказал, ложь повторенная 1000 раз становится истиной. Поэтому они думают, они будут врать, и мы будем опровергать. Содин мелу дал сейгдалу, что гума сайнохчиком. Но сейчас есть достойные ребята, которые фильмы снимают и другое. Я думаю, что эту ложь мы окончательно уничтожим, иншаллах. Ва алейкум ассалам ваша дику дал дину волшу болбяшаму кахвикш. И кажется, наша родина там элемент один из многих. Башлам. Ты не видел ролик, где потомок эмигрирующих в Иорданию чеченцев показывает карту того времени? Ролик пришли, я скажу, видел или нет. Нам нужно больше историков, блогеров, как Башлам, для того, чтобы успеть разоблачать фейки ингушских уже историков. Амир Далдал ушел. Проблема в том, что эта деятельность, она не финансируется. Меценаты не помогают этой деятельности. У нас нету, к сожалению, таких меценатов, которые бы это продвигали. Те люди, мне написали человек 10, что они обращались к разным спонсорам, люди, у которых есть деньги не к правительству, не к правителям имеется в виду, а вообще меценатам. Они все просто-напросто тупо проигнорировали или промолчали. Они готовы финансировать все, что угодно. Бои, музыкальные каналы, все, что угодно они готовы делать, но
финансировать историков, блогеров, этнографов своей родины, которые пытаются как-то отстоять честь и достоинство своего народа. К сожалению, таких меценатов не нашлось. К сожалению. Я не знаю. Были слухи, что якобы лет 5-10 тому назад были какие-то меценаты, но сейчас их нету. Один был меценат, который попытался нам помочь, но, к сожалению, это, как мы знаем, Юни был. Он пытался нам помочь, но он уже сам не является человеком, который может каким-то образом проспонсировать. И нет этих людей. Раньше еще более или менее какие-то люди, которые могли во время стрима задонатить, были. Сейчас их даже осталось совсем мало. Вы видите, третий час, там, 3-4 человека задонатили, и это вообще даже, грубо говоря, не 4, не 5 тысяч рублей, даже. Я не хочу озвучивать сумму. Вообще, я говорю, это мизер, копейки. Поэтому блогеров больше не станет. У людей возможности. Башлам, один игуш арца лучше тейп, битру, галгай тейп дубош, хэш и шу. Битро является чистейшими ногчей. И ни битро, ни бильтуа, ни белхтуа не являются и никогда не были ингушами. По возможности, по возрасту, тейп битро даже старше тех людей, кто это говорит. Поэтому, вообще, я бы не стал обращать внимание, я уже устал и Тумсуа, и Битруа, уже всех, кого можно было прописать, и не приписывают. Не удивляйся, Савош. Мы, иншалла, Битруа шаляться с язру, Битруа это является самой чистой ночью. И, конечно же, они относятся к нашим Махкоевцам. Я не удивлен, что они такое сказали. Вообще не удивлен. Там и Беной приписывают, и Эхшбату они приписали, и Тумсу они приписали, и Эхке, и всех приписали. Вот, поэтому все. Идук спонсор шбац беш байна, ах что ж беш, 7 бац историт, я был, вообще балбац. Да, абсолютно верно, Муша. Но я так понял, Жим Соборди Башлам, год-два, схадик кирт клоцаревой. Ола, Муша, я пытаюсь 5 лет держаться, дашь, больше муса, но все сложнее и сложнее. Даже приходится некоторые моменты мне никак не могу. Собираюсь материал напечатать книгу. Книги озвучивать ворса, но, как вы видите, если я не могу даже с этим справиться, то каким? Башлам, что узнаешь про бой, когда ингуши уничтожили 18 тысяч казаков? Спорт 0.95. Скажу, что это неправда. И никогда такого не было. Это печально, что у нас так массовой поддержки нету. Но вот все ждут фильма «Шейх Мансур», а поддержать деньги тут уже проблема. С таким же успехом пусть весь Кавказ приписывает. Послушайте, я, честно сказать вам, я не претендую. Я вам сказал реальность проблемы, которая есть. Реальность проблемы такова, что, к сожалению, это бич нашего народа, это проблема нашего народа. Но такого рода проблемы есть. Я не знаю, связано ли это с войной на Украине, связана ли это проблема блокировки карт и так далее и тому подобное. Любой человек на сегодняшний день, Ибраим, который ведет, наш брат Ибраим, который живет в Европе, он нашел выход, взял Donation Alerts. Все, кто в Европе, может спокойно задонатить, и этот донат дойдет до меня, который живет в Нохчучуа. Да, чуть-чуть с задержкой, но он дойдет. Они снимают свой процент, но он дойдет. То есть с Европой никаких проблем нету. Если вы думаете, что это проблема только там тех меценатов, которые у нас. Европейские не хотят. Я не знаю, с чем это связано, с проблемами, или не нравится история, или что в чем-либо. А с нашей родины, вы знаете, есть карта МИР, вы знаете, что через VPN можно спокойно зайти в Instagram, можно зайти в Facebook,
Даже в WhatsApp я публикую время стрима. Тоже, кто захочет, может поддержать. Ну, такого рода, я не знаю просто-напросто, почему-то поддержать свою историю, свою родину, свою географию. При личной встрече эти люди говорят громкие слова, говорят вот все. Но потом ты начинаешь смотреть, и эти люди дальше своих слов не идут никуда. Я не жалуюсь ни на кого не наговариваю. К сожалению, как будто эта история достается. В конце концов, остаюсь крайне я, который якобы нацик, якобы проплаченный правительством, якобы, ну и так далее, и так далее. Эти кавычки и пальцы уже могут устать. Выходят книги, я беру эти книги, начинаю анализировать. Да, они финансируются, да, они какими-то и так далее и тому подобное. Но самое интересное, когда начинаешь, берешь эту книгу, в этой книге ты находишь такие материалы, которые я, являюсь исконным Нохчи, я бы никогда бы не позволил. Редакторы, которые пропускают это через свою цензуру за своим громким именем, знаменитые люди пропускают это. Потом люди берут эти книги, зачитывают их, показывают эти книги, и люди говорят, те нарнийцы, которые живут по соседству, говорят, вот ваша книга. На вашей книге сказано, что вы такие-то, такие-то. У нас появляются лаудаевы, они есть и современным сегодня, которые существуют, которые оскорбляют, унижают наш собственный народ. Представьте, заставили человека убрать чеченский флаг 6 сентября ко Дню Республики, там, Чеченской Республики и так далее и тому подобное. Он просто поставил флаг. Они заставили своим негативом, написали, удалили этот пост. Он не благословлял, он ничего не написал, просто выставил, что сегодня в этой республике такой-то, такой-то день. Они даже пост в Инстаграме заставляют удалить. Они заставляют, они давят своих представителей, которые приходят к нам в эфир и говорят со мной. Они заставляют его умолять, просить, чтобы он зашел и попросил удалить эту запись с Ютуба и Инстаграма. Удалить. Настолько они воздействуют и не хотят этого, чтобы даже. А наши добровольно за бабки, за разные, которые проходят, пишут вот такой. Нету никакой цензуры. И благо сегодня еще хоть как-то начали эти вещи останавливать. Руководство региона. Когда до них доносишь. Печатают все, что хотят. Проверь, перепроверь. Идет ли это? Где национальная политика? Где национальная политика? Где цензор стоит? Где говорится, что вы этим самым стравливаете людей? Понимаете? Вот в чем проблема. Поэтому не ожидайте, что блогеров будет больше. Нас там осталось 4 или 5, насколько я знаю. Максимум 5-6 человек осталось. Все. Заходит неизвестно откуда появившийся человек, закидывает мои фотографии, которым там уже 20 лет, и мне мои же Нохчи с Европы присылают, ты, оказывается, работал на них, и клеветают на меня человек, который меня в жизни не видел. Ко мне звонит мой подписчик, сводит его, я для него делаю открытый телеграм-чат, зову этого человека и говорю ему, я что тебе сделал? Где я кого оскорблял? Где я говорил голосовать или политическую деятельность призывал? Где я говорил хоть одному человеку, чтобы Нохчи друг друга ненавидели? Я таких слов никогда не говорил. Я не натравливаю Нохчи на ингушей, а ингушей не натравливаю на, как говорится, других. Он говорит, потом в конце концов говорит, у меня к тебе претензий нету, меня твои модераторы с YouTube канала, то есть он говорит Ибраима, еще других ребят, которые, они меня обматерили. Я знаю Ибраима, я знаю сестер в то время, которые были в моем, не на моем, но на YouTube канале были модераторами. Они никогда в жизни не матерились. Именно модераторы.
Они за мат могли заблокировать. Он в конце концов съезжает и говорит, что это якобы его оскорбили, и поэтому он сказал там, он про меня такие грязные слова сказал. Под постом неизвестно откуда его появившегося человека, которого нету отцовской фамилии и так далее и тому подобное. Я его знать не знаю. Откуда он вообще? Фотографии. Да, у меня есть фотографии. Я еще раз повторяю. У меня есть фотографии. Я во время студенческой жизни ездил, учился с различными политическими деятелями России, которых сегодня нет живых, есть живые, которые были в то время крутыми и так далее. Я делал фотографии. Я был студентом. Я заканчивал университет. Я был коммуникабельным человеком. Я встречал нашего олимпийского чемпиона под флагом к субъекту, к которому мы относимся. И что в этом такого? Вы поспрашивайте, посмотрите. Студенты, которые учились с 2002 года по 2007 год, 5 лет. Поспрашивайте, кого я предал. Я занимался правозащитой. В то время самое тяжелое время это было. Занимался НКО. Я делал так, чтобы наших ребят не забирали ни на постах, не мучили. Я делал так, выезжая в российские субъекты, я со своими братьями, я имена их назвать не буду, некоторые из них сегодня сидят на очень высоких должностях. И они сегодня вот такие. Но сейчас суть не в этом. Я их в них не упрекаю, это их внутреннее сердце, душа такая, какая у них есть. Я их вывозил. Я показывал всем другим субъектам России, что чеченцы не террористы, не бандиты, что мы там, где мы учимся лучше всех. Там, где мы в спорте, мы лучше всех. Я пытался через свою студенческую жизнь доказать и иностранцам, в первую очередь, которые приезжали, что мы лучше того, что вы показываете СМИ, без разницы, за границей это будь то это в российских СМИ. Я это делал. Я пытался изменить и сохранить жизнь каждого своего представителя своего народа. Хорошо ли, плохо, получилось у меня это, не получилось это. Это моя жизнь, это мои студенческие годы. И сегодня вы, те люди, которые осуждают или пытаются, вот он работает на этих. Я всем говорил, я работал в администрации президента, в то время президента, еще до главы. Директором Департамента социального регионального развития администрации президента и правительства Чеченской Республики. У меня был социальный блок, у меня были муниципалитеты. Я занимался, я работал там. Пытался так, как я могу, пытался помочь. У меня административное управление образования. Но судьба так сложилась, что по воле Всевышнего так получилось, что я не работаю там. Но с многими людьми знаком. С многими людьми. Многие меня, старые, те, которые были в то время, знают меня. Я не отношусь ни к какому силовому блоку, ни к какому информационному блоку, ни Миннати. Да, я когда-то еще с оснований, когда еще был комитет по делам молодежи, в начале только еще во время Возрождения, я был и там работал. Я ни от кого это не скрываю. Вы можете посмотреть, забить в интернете, вы увидите много. На организация наши, идущие вместе, и много-много разных общественных организациях. Пытался ребятам помочь там развивать молодежный парламентаризм, выезжать в Санкт-Петербург, показывать, что наши ребята самые лучшие умники и умницы. С лучшей стороны показывал, что мы не дятлы, не дебилы. Но и никогда не отказывался от того, что я нохчи. Я никогда не убегал из своей родины. Я не был нигде беженцем. У меня точно так же, как у всех, у многих остальных, убивали родственников, и нас бомбили, голод, холод, морили, все, и окружение, наши села были. И в войне погибали родные, в первой войне. Но это все было, мы через все это прошли, мы должны как-то дальше жить, возрождать свой народ, возрождать свою родину. Давать исторические, возвращать исторические названия нашим селам, нашим районам, очищать от мусора, убирать грязь, которая клевещет на нас. А не печатать брошюрки за 33 рубля, извините меня, от того, что ты можешь положить в карман.
Поэтому, конечно, трудно. Вы не представляете, сколько информации. Вот этот столько-то денег дал, вот этот книги напечатать дал им. У меня есть эта информация. Ну зачем мне в соседних регионах кому-то проплатили написать книгу, на которой он на карте пол Чечни, 95, ну, 70% Чеченской республики взял, отметил и, как говорится, написал, что это бывшие дагестанские земли. И это вот такая вот книга, вот такая вот книга. Понимаете? И все молчат. Оскорбляют ауховцев, все молчат. А почему? А потому что есть некоторые ауховцы, которые говорят, мы, якобы ты нехорошо трактуешь историю, ты не знаешь, ауховцы не ауховцы, они акинцы. Я еще раз повторяю. 40 с лишним тейпов. Из них 10 только относятся к акинским. И исторически они называются ауховцами. Сами они себя могут называть акинцами. Сегодня со мной взрослые люди. Валлахи, я не оправдываюсь, я с вами просто общаюсь. Валлах, красили до Назарони. И красили, и строили, и в субботниках. Вообще первый проспект, этот проспект Победы, нынешний проспект Путина, когда делали, первую брусчатку клали мы. Было холодно. Я был вообще зеленый, 16-17 лет не было. Нам негде было сделать красивую фотографию во время студенческого, когда мы учились. Фотографию красивую сделать негде было. Стать места не было. Самое крутое место в то время было это парк этого Газпромовский, Роснефти, который сегодня. Его Гурпарком еще называли. Это единственное место было. Да, были недовольны, да, говорили, что Гунядин, вы эти праздники отмечаете, вы май отмечаете. Там были религиозные и крайне радикальные. Но мы никогда в жизни цанокчи, хылыксахали, дацавигит, кахюкс малялатва. Те, которые ребята были. Многих из них сейчас и даже нету. Единицы остались, те, которые были со мной в самом начале, которые со мной до сих пор как-то пытаются там положение, поддержать вир, ворот, эту бац, оли, добьет. Единицы, я знаю. У меня их единицы. А через меня прошли десятки тысяч человек. И какой-то безродный откуда-то человек к вам пишет, и с Европы мне начинает писать, ты такой, вот ты это сделал. Или Султану Спанкиси жалуется на меня, а ты знаешь, что ты общаешься с кадыровцами и так далее и тому подобное. Султан из Спанкиси это Нохчи из Тейпа Дышни. Мы с ним знакомы только по Панкиси. Потом он заходил в эфир, я к нему смотрели, мы обсуждали какие-то вопросы. Я что Султану говорил, ты должен там эту политическую деятельность, этот флаг. Я никогда это не говорил. О своих проблемах мы говорили, многие, кто был, вы видели это в эфире. Я говорил с ребятами из Иордании, я говорил с ребятами из Сирии, Ирака, Турции. Со всеми общался, всем доказывал, кто они на самом деле. И показывал, как они себя называют. И представлял вам исторические факты. Все. Мне не перед кем оправдываться. Я живу в маленькой квартирке с такими же проблемами, как и вас. Я хожу пешком по городу. Многие, кто проезжает, сигналит. Вашлам сатмасацла. Рукой машут и уходят. Проезжают мимо. Вы что, не видели этого? Посмотрите, я почти каждый день по центру хожу пешком. Где я? Где моя охрана? Где моя крутость? Нету. Все, что есть, что бы ни подарили, я пытаюсь прибежать и показать вам. Рассказать вам. Вот. Сейчас минуточку дайте мне, а то этот телефон тоже садится, мне нужно... Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так и делаешь, так и живешь. Обвинять меня в чем-то,
Не в чем. 90 страниц лжи и оскорбления на братьев Орствай, на Уховцев, Акинцев и все остальные ногчи-тейпы я вам показал. 90 страниц лжи. Кто-нибудь сказал мне что-нибудь за это? Понимаете? Это он, сидя в светской, демократической Польше, хорошо рассуждает, каким должен быть шариат в Чечне. Но я точно. Алейкум ассалам. Черкезы вежливее, салам, маршал души. Слушайте, вы знаете, максимально все, кто проживает, я за единство моего народа. Мне не нужна кровь, мне нужна возрождающая Родина. Я много чего видел, много крови видел. Без рук, без ног, без голов людей видел, мертвых. Я на многие места попадал. Здесь, на моей родине. Я не хочу этого видеть. Вы можете мне не верить, но когда сегодня мне присылают ролики, а есть у нас некоторые мои товарищи, которые присылают ролики, когда там падает, голову отрывают. Разные ролики в WhatsApp. Когда мне присылают убийства или аварии, где в смятку, я говорю, я не хочу уже смотреть это. Валлахи, биллахи, таллахи, я не хочу этого. Я этого не хочу. Вот. Мне уже достаточно. Я хочу, чтобы мой народ возрождался. Саид миллион волжские тысяч хотя бы. Маирдай тысяч. Диа, сиха, мюжги, гаски, сюли, биовати, махалакдай тысяч. Бартхали тысяч. Маирдай тысяч. Ногчи хилевой. Арба хилаца гаш, сюли хилаца гаш, гаски хилаца гаш, европейч хилаца гаш. Ногчи хилитишвой. И аллапас. Я не знаю, понял ли султан, не понял заранее. Я ему ничего не говорил. И кятя, дикду, и цакятя. Я еще раз повторяю. Султан — это часть моего народа. И то, что он учится, студент, и там показывают Шайнох Челгейтер, я за это, мне нравится. Какие его политические взгляды, какие его амбиции, это меня не касается. Каждый человек может быть хоть кем угодно. Я не буду об этом говорить. Мои 3 тезиса, которые всегда говорю. Деша, деба, даха. Смешно, вы смеетесь, вы прикалываетесь. Но это мой жизненный принцип. Размножайтесь. Пускай у каждого будет ногчи по 5, по 6 детей. Постарайтесь дать им образование. Светское, религиозное, какое бы ни было. Максимально всегда ушли где. Сунт яшмалея, асхал лилинаг мадиц. И датчун уштик, сумалатчун, ас лилинаг лирдия. Я сун цьебахам бе. Я саца данис дебо, что шугди хардяш малац. Валавац. Если мы сегодня сможем максимально размножаться, развиваться, ваймуак, бакшо, шибакшо, кобакшо, махилла, метхуттарбу. Но если вы Европе абеш ногчи чуаболчан люш, ногчи чуабеш Европе аболчан люш, Россия абеш ногчи чуаболчан люш, ногчи чуабеш Россия аболчан люш, и вот так мы будем делиться и обвинять Грузия, Аух, Иордания, Хункар, Муакка. Мы не должны. Ой, цанохчи маду. Ой, нохчи маду. Ой, бусул маду. Дюхар бусул дуой, нохчи маду. Берт халит. Ца халит. И Аллах скихунца Аллах. Я противник всего, что касается крови. Бусул бадош, нохчи халитиш. Юрчтае, Некштах, куда бы я ни ехал в горную часть, в Шарое я у себя дома, Чеберлое я у себя дома, Чентиш болчасо, Чентиву,
Чинхуя болчасо чинхуеву, мунхуа болчасо мунхуеву, мелхи болчасо мелхи. И везде, кого бы я ни назвал, я нахожу своих родных людей. Вы мне рассказываете про историю государственности, что у нас 400 лет уничтожали, и так вы мне эти истории рассказываете. Я вам говорю, что нужно делать для того, чтобы это не повторилось. О какой государственности вы говорите, если вы чинтай панюка абаркурсова? Упреки, какие могут быть упреки друг другу? Исправить. Едек, холдает, цендает, атак. Уник. А не печатайте книги, за которые мне потом, мне или хотя бы один ногчел дош очень сун диеш халдукас. Сун яхиет диеш. Сун ногчуш яхиет сосанул ногчу адаката. Цулц ин ногчи хирватсон цунц цул тей падош тукундош бауёш юртош остегу олон чича цакинчка язё. Сюет вахой маргал но история царят акасбах хую истории. Перевод хую цудешен хала молчит. Ну ладно, верно, самум язи умхаюс. Да, духва хуали, диккинчки. У нас есть книга великолепная, которая написана Гумбой. Эрдо, Дистхил, Гошкиет, Хакайк, Киетве, Данисве, Хасан, Кой, Бева, Малати. Остальное Хагул Бела, Хоку Язин, Хункис Язин, Була, Шица, вывод Яцу Була. Сюличу Хаэл и Дешниш, да Эл да Язин все. Мацацка Гунвай Хилла, Мацацка Салвай Хилла, Мацацка Дешни Хилла, Тига. Эндря хила и шокун дал бар укун князяш бар хокун хардар масу мехти хадуич вай маргал вай история вай эли цахила шадо кам эли хила бошбу хаязин кинчкшу яздинак нохчу хагулинак нохчу илманча нохчу даязин хокка эли бар хок элишен бу кел бош бар ук элишен кел бош бар бош кинчкшазин сюлиш элла газин гумчиш элла газин киде газин ديلا حقر هوقع حرباخ ندهر إيش درشون الهم سيازنا ودون الداتشو ونقشل داتشو والله أسعم العصون دو تور تبشي ده كان سويس قاسم بميشا عشوي حوال وال صدعم قيقر وشونش عيد ليك موحبي عدعوي جتروقش حوال وال هرقوا عقي انتقع إدويش ورام بوش интернет, инстаграм, ютуб, маяти, серьезным дати, научным дати. А я денел научный кинчик шагайтиш. Ой, я цагет, я цоко ибар укум хозба, ой, уже кегум да ца со, ви приканту ночи, хор дуаш дуеш, и хум данис дарач, и бюхал даяк карч, ой, эдилиндол, доцег ой хлят язиндол, масухена ой сисас деш, ночи кам сисас деш, язинек данис дарач, хай масел дихаш деш, лишь ту ашу. Вроде гоушкет, а вис хулшхена снагостик. Ночи уи, дикник диешу и, но хундина ахи. А эльчтен дал жвак датк. Иш таязин, мадай сахюцин мадати. Валла билла дук. Дук хуйцила дош. Царь маяздо, шей женш, тептерш, шей картмаш, любой хум, ах ночи чуй, даклош маяздо царь. Вашу боршал ячу, ночи дубо сталиеш дачу. Arab üç akademi şamel dol her risk her muh kabu boş aç duşu şaş yazo şol kinç ya nisu ye işaç danis neşi da wala vel edise hatkı risk da kaçu hatkı gırbo haba kaçu o şeyin qima waqtna wa ahbi bol dina Министерство течем бабиес, бабиес, ну мацо. Сей гдалушки по совоча, сей общественный вечер кинчик и кинчик веш не севач лишь мусо. Ваша имаду асрак боште. Ца шикхel шпеш манати. Хо хуй пристагу кой. Ача хо модель дадите вошему. Хо со там киберш ху хуй.
возможность чувой. Хумиценач бувай. As айдал цеду айдалын ойдоо цега кыцашай белхшай проект шумшу. Айдалык сааду yok уцумба асвош. Кыеч махшка датсес айдал он шейвчан белош. Ну цер ца оли цабо варма оле, а? Давай. Любой умой ночи шендуалдара, акан дуалдара, оплачь вот яш болбош букуш. А войне иш марваш хала дерсен лишбу. Е иш ночи бац. Е цан абсолютно параллельно до. Соок ve şuk tanaleştiğine. Şide halk yalk nokçu yurt çeyuyak. Ehki, peş khoy, yal khoy, çarım khoy, khil khoy, ve khaz qatma buyuz. Et yer çiyuniye kartnişt edekhi khaz qatma buyuz. Hamdat hoqqal da oşumdat. Hoqqal da oşumdat. Tabber at aşbu. Aydalı diyaşlar, işim har diyaşlar. Aydal addita. Aydal da düet bakkı kul khitsal o qideg do qideg kul. Tsemayu hay nokçu qoman tsemayu hayüşşek. Nokçu hunu haberşan. Hat ihyen yüşmaya. Esteypan ihyen yüşmaya. Matat au khoy matat. Urdu mahkabeş matat, Gürce mahkabeş matat da. Ah Zurzu kikistinsi o davuluş kana hoqqa duq yazıyor iduqa borçan khasxi ha dade haqiqasi huni isdeli şu tak suyu khatta stok zurzu bu basan akistinch way bari amiz jek hayna olur kaçkalı kan as şunu şu tehyen masan et internet şu borçan khar tsersh saqoman halq لول خواش تحكين تأشو ال دعاي ترحم شون كويتشو ديجي ترحم يازوش ما ياش أشو سو أوبريكات ياشو أو هون يادن أتع إيه لراح قطر دن والله تسيوت أش حادو أحرا هون صدو وجه هون صدو كينش هون سيازوا هور بيتني تسبوت يا واسكريسينا إفير هون سيوا هر هون صدو عبور سون يحديش أشو جو س إتونش هور أدميش يشي إتو سو بيوتي بلوجر يات Я молчтин, гонядин, манбич яц. Десятки тысяч iPhones разыгрывать, да вариант яца, кидик даться. Садаться, но со жаловаться я швачу гидаться. Сун он лгарч эл дахехтин, со астаган хар эфир даю валали, телефон дату ях. Ваша, ицакарт дарса дадиеш. Икарт нет, иха дату ях, икартин дадек. Киечер мадар иш аса дир мадар и. Tang kart diyor bas. Vukun telefon tuya dela. Tang şink açı telefon hum ni Suriye çartiş. İyi Suriye çartiş da vaat anistan. Efir six yeriras. Es telefon tuya yol hum da zazik çok kovarsın hum değil deras Allah. Ne ehtonş bat. Возможность. Hum hordina yazdı şu. Dolar al del, euro al del. Hinsa asbo şu telefon iyetse 119 тысяч дёба, 119 тысяч за год каждый субботу, пятницу, воскресенье, эфир сейчас согласен. Ибраимин ха. Ибраимс даже, что аю даю чё, строчку было, да на элерца. Мацаца, коби бут халхилаш я аду чупы. Мадардийцы вот, аду чубо улаца думати. Шикостагу кабата, бекбата, вошнага, эрикхову, эстаиса до ona qastoshi lasushana İbrahimo beqaro shiyagirdo iza khalwal shu sosan qidamadat ehtomavat ye kinchki shu masarga eliqas $1 hat wan bul bali halq kinchki yagar chiqana yagar chiqana hoqqal derdu wan sa ezer kinchki way hoq Instagram irsa statyash haqyat повторяться дяшур sa личный сурч дочь чисто исторические кинчики $15 тысяч. Такинчки. 1000 страниц. Плотный киртош, добротный, крутойник. Сун я это нет, самого эфире. Сун хинцам я шуйца, вообще ба. Сун зато ха, аж сун хакуячу на остан 500 тысяч дает на сун. 900 тысяч дает на сун кинчки. Сунха. Ну, а свой чар хумацаба.
وي بعوز صودوي نبرت باسوي ايوه شو ميشر حيا لوتسو شو هم ناخت يشري وي يقر وجريل دوخ دير دوي جرجلو دوخ دوي خيتي شو كده جبريلوس لا سوتياتسم تقول انتي بونت سوتياتسو это سوتياتسو да царизм والله اسي ابراهيم سي ابراهيم تياش لقون او شو متسليلو شو دا цар ابي شانش ميال خلات ابراهيم نشين دك دوقون تعموش 1000 евро лурду тажим собор дие уқомо шахар лурду уқомо шахар лурду все ибраһимнің қасқа яқтиерцу бұл лурду мат а сунхари уже лурдоц сунхари ахсвич ватса но айташ мае бах асе айташ мае сейгделуш дега содиашу ствалт я ит прит акиншкюса хор дина акиншк хайр заклат кшаша питни деги но са хайпа докой доуда питанда сисазбо хоквал материалус хоквал материал аугой махкаха просто шунхаца устинохлац хоквал материалус iPhone ваша X Pro Max именно Max 256 гигабайтов 113 или 119 или и за $93 больше хана маха или ирка инцам 15 юльши все равно несмотря на это 256 алкинских хальча цуса вообще чуть сам задал сюда тянуться и последний яйца пришел дело и саяга гири пришел дорогу эс пришел де пресахт я синц я халюш шун махар и вирус ёж кидик дольш каде хулар альцун 500 дела 512 там цабарас X Pro хильчани 256 что ёк планшеты экран слабый планшет всё айоршу из-за отсутствия изяца я зашел кинчкери он кичен бяша кере анел материал уайшу отсучу планшет всё но цу для эфира пайданяц ас эфира лелёй цу накрыться дилду он эльше дуканёй цу заряжать яш разряжать яш цу эурю так что цабе яци так чолар яшлилу ешуксе телефон для эфиров ю планшет материал хагуляш атшун маха араса даюшен ха яскинч ха ютшун цагайтар хас я лист қаси листы وين يوش الماتيريال دايوش أصلا بقدك بأخذ ديز وجا بعرق شو شاش خيط ديز تليفون تحوش زرياني يلا تأيغنا يو وجا دقي بوك وشتاني حاجة وريانت يسيقا تاقا شايب كينشكش ويتعت وجري بو بيلش بياش ديل إخية تمساني تسار سون سكرينيو إلكتروني كينشكو هينس مصلا ويا ويرز عادة شغلات بانكي ساعة بوتشار سقرانيتين قون خلا قدق ات كودكس يق سير إلكتروني إيا اتين سون بانكي ساعة ويجريش وي خيلدو سار عادة شتوتشوت يحتار سقرانيتين سار عديكن شيخينا ليلين يلا لاتن إيه أردو مخير تشاريو عيد هيش سدوش دقومش دو أس دقة ورست خوش دق ماتيريال يعيتين سون особенно цахвой ногти чуабоч был ورست خوش ногти чуабол ورست خوشم باش اتسوال активный бац дихабоч ورست خوش чуал гергалоли до дват халали до дق информация хайо ит
بقدك ديسلا أحا يزين ستيخيش بيرقش نقشو ال دول اللغتيب شياش حقو يوش بيشا وارسفا ويجري بوكس ديلي دوش ديل عوان بوك حقص عشا بوشا دي حاش فيتشو دونا زاروني إكينشك السيتر تونخا قلسة ولا 20 тысяч дается кинчка дюхар цухена что ограничено ю он хал ошел кинчк ю леч Ильясови саяци тонха 20 тысяч дюхар дюхар хинс қидук дюшка душ о кезгюш всего сунает ря то ли 300 ю то ли 500 бият мяцунш даже эзари мячуацуш и сюекца етелер сюега дукни ошел кинчк ю леч Ильясови саяци тонха 20 тысяч дюхар хинс қидук дюшка душ о кезгюш всего сунает ря то ли 300 ю то ли 500 бият мяцунш даже эзари мячуацуш и сюекца етелер сюега дукни моей воле, но так видите, в связи с техническими проблемами телефон меня выкидывает или нарнийские атаки, я не смог сохранить вот эту часть. Но на ютубе вы можете посмотреть на канале bashlam.39 live. Вы можете посмотреть третью часть нашего стрима, которая у нас есть. Вот так бывает, через каждые 40 минут или час он меня выбрасывает. Телефон не мой, но вот так вот. Альцум. Башлам конкретно уешь хаала, для чего уешь хаала, вайвезри чуах волш группию. Скажу сбор ирювай. Принять его. Принять. Альцум. Суна. Масаез, Сбелхан ешел. Самый минимум эфирш. Пятницу, субботу, воскресенье, халики мас'элла. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Ялла сих алла, а то Марку салам чувача. Суна могуш муват слушай. Суна могуш. Хад суна о тягуш ват. Да, так книга моя це пошла на Ирибо. Ча элертинс духани шон يريوتsa بوس يدقع وصباس يريوتsa بو قال ويا لا ايش تبع اسلو وجه ساعة تشور هاي هم شاسع исторический факт что песня инстачу инча شو собрать так книга в мобай сега ой هاو سقي تلع خاطر
исторические факты шариа, Инстаграм, Инстаграм, книги мобай. حال يلوري ساعتين مرقق انستغرام داعي حاول تسارع اخش تعدل شيش هنس ولا تويتر تيجا هين سيئي ele سويت باتينو تيوري اس دولار ما خط وان بالي حال شاك يورخ يوش خينا توينا دي غير سار تام كينشكي يتبعتم سويت وزوري اسي سون точно خاصه يوريوسي سمو ادم دخايم نعم دوي هم لو شوية سوم بشما чтобы не было лишних разговоров, а сразу ба. Вай хагул дир дуй, вай гоушах тур дуй, вай сани дир датсон. Асфак точно ба он дир датсон. И точно да. Сон ха. Ибраимина ха, суна ха, барзайл. Хуна ха, хо сюсани вол уже пришел ханю. وي موسوس حجر يشغول ده حجر يود تسدد الله وين هلا هون الشيء وين تعمو شال تعقيت تي عن بيش بواتنا بوال بيش ست صوت بوال بيت لا دقة ده شيء كويات ليم بوش أسأله إلى ليم إبراهيم حق قويك كيجمرز شيء دولش دول أتو بيش سون كامل يلا كامل يا اتش تلفي تغييرز ايوه حملات بشما السهوبان ها بشما السيجر يلا السيجر والله حملات السوول السيجر وردو awesome الساعة بدي ما يات الساعة السوردر awesome السيجر والله ده الغودين شامت يعني أله درس خير هذا خوا خوال وشا ساعة problema je svega lorda حصل أشوك سانكينش كيازو أخش ديزة صباح السمة صباح شو والله صباح بشلون هم ديزي بوش ما يسوي ويتسخينا يازو غيرش خينا إنسا سون دكتو حقير يا أمينز إيرل سوق حقير سون دكتو دو سون سلكي كتير بشلون هو كينش كيازيون Сундук Сутях 1000 страниц. Цар кирт, хыз кирт, сырч, байнша, сурчдош. Цатырдек дадош. Ошиб шукир дадош, шашкинч кирю на 1000 страниц. Сухайна, то ли 13, то ли 15 тысяч страниц. Хамкинчка. Дисла. Башла. Сухайна, дагдо, сумавар, эфида. Сория, соинц объяснять я. سخينا إقلير إقلشنا حق سوق تنيس دلفسي تعني سوش وزني سوش ساعتو تالي بعدك بيج تاقا يوغا إدعاد لي أسين سيجيمز ماتيريال غوشتو شو سينيت قوشي سو يجينا عشوات سوق شو عم بيتعش ولا تاع يوكنا ما سيرف داتوس ولا غير تشتانزا إحتو خربات سكتيس وش كيف يكاتش ليش وسويش سنيس قوي أسوق نو أسبوع كردو سين بيركش مع عيت باخس عيتش مية باخس حناتك خر وي بوشة شاش سديش لو هم إنسان نوقلوا مية باخس شون داك لا تلاقي شون ناقص لا تلاقي هدول أصدقائي أنا سين كينش كيرجع ونقصو قس ما سير دافع شوق وشو تيا شوق وشو فالمرتانية داك لا تسمع هو اليوم بوشو أسويش هو يويش شيله سوسون يأتينا تينش تانجي يو شير كينش سويت عشان проблемы происхождения наших народов туда-сюда كده بشما أنت الواضح واقعا السلام عليك بدك انشر اسهم ابي شاتن كنيغن شاه короче у меня ставит релокшн ساوي ريون سون اشتهندو سون ديرا اسبوع كدو ويعدن احال يوري هين سردو اسبا بكا ديلي دوش ديرا وانو اكران شندي يقا اقن هو بيعتن سبوت وسكسين يسوري عن تيات باز اسا ويقشعوش عيسى بوش وشوي اسم تليفون تاع عيسى هرسن يو تليفون اش سون يرشك بلخن هريو سوي
простойник яйцей, андроид яйцей, сун сайны белхан хуюш ха, харьезер сун мелдер дарас, ха, то ли 113 элерцо, то ли 119 элерцо. iPhone X Pro Max из 256 гигабайт. Да, идеальный хочу. О, хаз видео йонцун башла. Идеальный хочу, конечно, 512, но 512 больше и Эллас. Я рассказал просто, поделился этим. А остальное, все это ерунда. Ну да. Сахильче, сэгдал, что биду, да, уйду по материал, что я лачился. Хинса, хюгер, я пьечергера, хуншли, ахоши, и хундац. Просто, خالص أبوهم فيشور سم سجل عنا الساعة أربعة. Дерес, цевюш, уша. Не слушайте, ще экубек, что борчу да ундац. Так дейду, дерес, да себя. والله بشلون أصلا دقدون أسجل أحاول اسمه كيشو باش ورقة. اشتوى نحكي كارتاديو بوتاش لانس ايش تسعازة دوق صورت دلوان شخص سيطنة دع مو خيطة ده بيرتيل يلا ايه ساكني جازي عدوي نقحصن كاكتا تيروي اكزمتها أبوش تعالجان يا نوترين سنة تعالجان لبرات برزانة صندوق كوي هذولا دا أنتو بلا دا إنت داخل خواتي دا نيجي خمون هو ديك بابا شون بلا دا في دولا كذا باش لام ها أس دو حيوات صار Давай, Дайрес. Так, поэтому, прежде чем бросаться громкими словами, Аси Гарей Боша, сейчас я зашел, то, что вы пишете, люди, которые, я повторюсь еще раз, люди, которые будут писать о нашем народе негативное, всегда будет достаточно. Всегда их будет много. А люди, которые напишут о нас достойную книгу, их будет единицы. Подумайте об этом. Каждый материал, каждый кусочек, который мы берем у генералов, немецких, французских, во время Кавказской войны, Большой Кавказской войны, если мы берем оттуда отрывок и публикуем их мысли о нашем народе, вы не думайте, что они с любовью или с чем-то писали это. Просто в то время еще честь, совесть офицерская, она еще как-то себя показывала и проявлялась. И эти моменты мы берем из общего текста. Эту краткую мысль выловить из всего контекста негатива и всей подлости, которую они пишут о нашем народе. Там много плохого. И нас никогда не любили, в принципе. Мы никому и не навязывались, и не говорили, что любите нас, кого. Нет, мы жили у себя дома и просили всегда только об одном. Оставьте нас в покое. Со своими правилами, со своей жизнью. Не вмешивать. Но всегда Кавказ имел стратегическое, геополитическое значение. И всегда сюда стремились великие державы. Всегда. Будь то когда был Шелковый путь, Золотая Орда, Хазарский каганат, Аланское царство, что бы это ни было, государство Сим-Сим и так далее и тому подобное. Джурджукетия, Кистетия. Во все времена здесь были. Во время Второй мировой войны были здесь интересы гитлеровской Германии. Грозненская нефть и так далее. Поэтому всегда на этой земле мешали те хозяева, автохтонный народ, который... я могу, еще раз я повторюсь, я могу понять тех людей, которые
делают все, чтобы мы друг друга уничтожили, перессорились, проливали кровь, чтобы у нас была кровная месть и так далее. Я могу понять извне врагов, но я не могу понять представителей, чистокровных представителей нашего народа, которые грызутся и убивают друг друга, чтобы, сами не понимая того, ублажают тех, кто хочет, чтобы нас уничтожали. Ублажают тех, кто внедрился в наш народ, который живет сегодня, называясь кавычками, нашим народом, представляясь, который ненавидит на подсознательном уровне, они ненавидят все чеченское, все нохчи, долгум, цадьеса. Они не хотят этого. И они делают все, чтобы уничтожить этот народ изнутри. Говоря на нашем родном языке, зная его, при встрече они будут улыбаться, но они, увидев тебя, твою национальную идентичность, когда ты начнешь говорить о красоте своей родины, о своих историях, они презирают и делают все, чтобы тебя уничтожить. Они сливают тебя, не дают тебе закрывать везде двери, не допускают тебя ни до каких мест. А те люди, которые могли бы стать рядом с тобой и помочь тебе пройти, чтобы твой народ и дальше поднимался, закрывают тебе двери, потому что они подхалимничают именно тем людям. Это больше всего оскорбляет и унижает. И поэтому мы можем оказаться в таком унизительном положении сегодня. В первую очередь это вина нашего народа. В первую очередь это вина нашего народа. Потому что мы сами себя считаем самыми умными, самыми продвинутыми, знающими все. Но несмотря на это, мы даем себя обводить вокруг пальцев, мы даем уничтожать своих детей. Почему? Потому что мы не можем уберечь. Старые вот эти наши адаты, традиции, потихоньку от них начали отходить. Хань юд, хань гялу, хань йочу, хань энуи, мичуртару, мюнстейпануи, а гергелу лилоши, кулилош чунцане. Вот эти вещи свое мы как-то оттолкнули. Я вот с этими вещами, не знаю, может, многие думают, что это какие-то старые консерватизмы, я не знаю, традиции, которые не нужны. Но мы страдаем от этого. И от этого мне многие ребята, которые списываются, говорят, куда, что мы будем делать дальше? Нам как дальше башлам жить? Нас не спонсируют, нам не помогают. Я должен жить, я должен матери лекарства купить, я должен там себе машину купить, я должен жениться. Я их могу понять. Они создали в WhatsApp какие-то группы, кто-то исламской медициной начал заниматься, потому что нет возможности, нет времени. На голом патриотизме не у всех получается прокатить. А те, которые даже пытаются выжить и пройти по этой, наши клюют. Написал человек, представляющий в Фейсбуке. Наше это не наше, я не знаю, написал. И Хацамгар, Хунятму, а Хуцамгарюса. В чем? Я опровергаю ложь. Я говорю, не трогайте наши земли, традиции, обычаи, национальную кухню, культуру. Не трогайте. Если вы говорите, мы один народ, я не против. Но вы говорите, мы не один. Вы оскорбляете. Но мне же кто будет отвечать? Кто будет отвечать? Здесь не катит вот эта тема, библейская тема, тебя ударили в одну щеку, подставь другую. Это не прокатывает. На Кавказе это считают за слабость. Это слабость. Это тупость. Позволят эти, позволят и другие. И вечно вводить или вести войны,
Галай, ну дербу, эн ночи бук галай. Шеку я отсюда. Бу иншалла, хилебу. Цер дей муак цер лам ночи чуабу тана. Шеку я отсюда. Сундера, вы сами подумайте. Сами подумайте. То одни, то другие. Ладно, оставим. Если я что-то наговорил, если я в чем-то не прав, вы напишите или отправьте запрос, в чем я не прав, исправьте меня. Еще раз повторюсь, я не оправдываюсь, я с вами общаюсь, я довожу до вас, что есть в реальности, чего нету. Взяли книгу или напечатали книгу, вы должны быть ответственными за эту книгу. Потому что в этой книге, если вы оскорбляете чеченские тайпы, чеченскую историю, не являясь сами чеченцем, ради какой-то 7-минутной наживы, валлахи, вы будете прокляты этим народом. Потому что сегодня все больше и больше становится образованных людей. Понимаешь? И завтра вы или потеряете свой народ и свою родину, станете каким-нибудь конгломератом, я не знаю, какой-нибудь ячейкой, которую просто перестанете быть без родины, без флага. Не в оскорблении, но как цыгане. Это все. Один из самых старых, древних народов, автохтонных народов Нохчи сегодня упрекают, что у них нет истории, что... И это говорят кто? С одной стороны это говорят Сюли, с другой стороны это говорят, грубо говоря, не все, конечно, но нарийцы, там, гунки, с другой стороны говорят головы. Я могу понять, если бы это говорили мужья, если бы это говорили кто-нибудь там, который все время власти, который там какой-то конфликт, в которых может быть ненависть. Я могу их понять. Но говорят-то кто? Все молчат и все хавают. И они считают себя правыми. А те, кто нас, да. Ладно, давайте будем. Если у вас есть вопросы, Ибрахим, Бях Мубилович, я когда говорю, уже как-то пытаюсь не акцентировать на вопросы внимания. Ибрахим, если есть вопросы с Ютуба, отправляйте. Если есть Инстаграм, отправляйте. Все, кто прислал, там было только 2 в Инстаграме доната и 2 в Ютубе, я зачитал, поблагодарил их, ДРСХ, за то, что не забываете и поддерживаете. Вот. Давайте я буду отвечать на вопросы. Я слишком много говорил. Сегодня мы с 10 начали, уже 2 часа, без малого, 1:30. Вот. Постараюсь ответить на ваши вопросы, если у вас таковые есть. Если нет, тогда по мере возможности, конечно, постараюсь в следующий раз. Бетик Садол, герой Лошуй. Бетик Садол. Бетик Мино. Больше нам приеду, сможем увидеться в Грозном. Постараюсь. Бетик Садол Сунцовойс. Саадулла Гихнинский войс, он... Башлам, ассаламу алейкум, алейкум. Правда дороже. Юбош. Дючанду. Но я понял твой вопрос сразу. Юбош, дючанду. Я не могу ничего сказать. Когда я задал этот вопрос среди знающих мужей, они мне сказали, что ее за плагиат, забанили. Нашим языком, если сказать. Насколько это является достоверным.
Галай, вопрос как на горе и Дигр. По некоторым героям, которые исторически занимали какую-то более или менее и внешние, и внутренние истории, занимали какую-то позицию известную, я про них могу тебе рассказать. Какие-то региональные, местечковые герои, не в оскорблении никого, я про них мало чего могу рассказать, потому что они как таковой в истории не засветились. Про Садулу Гехинского я знаю. Это достаточно, и его считают и героем. Некоторые считают его антигероем, но Садулла Гехинский таковым для кого как является, понимаешь? Про него я знаю. Если это какой-то номинальный, отдельный, может, кто его знает, может, он в какой-то мифологии. До него я еще не дошел, по крайней мере, я не знаю. Возможно, это один и тот же человек, который мы знаем. Ну, как таковой, чтобы в истории так сильно засветился, я такого не знаю. Садулла Гехинский, да, есть. Шейх Мансур, Байсангур, Эльба Зандакский и так далее. Такие герои есть. Вот их я могу отметить. Там, даже и Талхик, даже и Батуков Шатоевский, Пантоевский, и Зелимхан Харачоевский, Бейбулат Таймиев. Вот эти люди, Шуайб Мула Цинтароевский, ну и так далее. По мере возможности пытаюсь понемножку со всеми с ними работать. Мурат, Аллах дал это ночи. Амин. Аллах дал бахца был ночи он. Амин. Духовбеш, яз наши, те, которые пишут, сейчас ночи иду, называют такие большие именитые тайпы и так далее, тому подобное. Я это все понимаю. Я и понимаю материалы, которые когда-то они являлись близко родственными к нахчийцам. Нету такого народа в войнах. Поэтому я отвечу так. Поэтому есть пшавы, херсуры, тушины, они были близко родственны к нахчийскому народу. Когда-то, считают, были единым, но опять же, предание, сказания и не более. Вот. Что касается вот этих материалов, которые публикуют, если вы публикуете материалы, уж вы так хотите приобщить их каким-то образом к нашей истории, ссылаясь на него, как делают многие историки, там должно быть какое-то свое мнение по этому вопросу. Считаете вы таковым или не считаете вы таковым, поэтому... Вот Саадул Гехинский, вот правильно, если ты говоришь Саадул Гехинский, тогда да. Я же тебе говорил, мы можем говорить об одном и том же человеке. Является ли он? Он является. Он является героем. Но, еще раз хочу повториться, от того, что если ты сейчас пытаешься, Эдигов, мне сказать, что он входил на Остроевские аулы непосредственно экспедиции, чтобы покарать их, хочу тебя огорчить. Этот вопрос мы поднимали и смотрели. Нету ни одного доказательства того, что хоть одного он убил. Это раз. Во-вторых, убил имеется в виду. Там есть моменты, где он предупреждал заранее, чтобы уходить. Что касается его исторической личности, тут есть некоторые недовольства в том, что он отказался от Шамиля после оскорбления. Мы говорим о его жизни, о его деятельности. Как таковой, он был очень смелым, очень дерзким и достойным представителем нашего народа. Поэтому, вне сомнения, я, по крайней мере, мало видел людей, которые его называют антигероем. Есть люди, которые уничтожали целыми селами, аулами женщин, детей, и они сегодня за свои ордена и все остальное считаются героями, пытаются их еще возвысить.
Он вместе с 5000 семей, австрийских семей, в том числе 1500 востхоевцев, он ушел в Ункермахт. Вместе с ними ушел. Обманули Муса Кундухов. Он вот эти догадки, которые... Ну, этот человек ушел. И когда хотел вернуться вместе с ними, при сопротивлении погиб. Нету Саадулы Гехинского, который обманул Орского, отправил в Турцию, а сам остался дома, получил за эти земли, замки и так далее и тому подобное. Нет такого. Он ушел сам, погиб, и на этом заканчивается его, как говорится, вся жизненная история. По крайней мере, я не видел никаких. Хотя, вполне возможно, сейчас некоторые люди попытаются из-за этого сказать, что Саадулла Гехинский никуда не ушел и так далее. Саадулла был отважным воином, достойным представителем нашего народа. Поступок его, который перешел, он оставил ли он Шамиля, это уже правитель Башлам. Отправил ли чеченское правительство историков в другие страны для того, чтобы искать чеченскую историю, что наши историки там занимаются. Амир дал, ушел. Да, отправляла экспедиции, отправляются, они ездили, по крайней мере, печатали книги, особенно ныне президент Академии наук Джамбулат Умаров ездил, вы, наверное, видели все эти видео, где он там напечатал книги. Конечно, мне эти книги не достались, чтобы я проверил достоверность, недостоверность, что я думаю об этом, потому что они были или дорогими, или недоступными. Я ему написал, хотел какой-то экземпляр достать, но, опять же, эти люди чрезмерно пафосные, ну, по крайней мере, они себя таковыми считают, я так думаю. Может, это и не так, но книга его не досталась. Ни Грозный 2018 мне его не досталось, ни другое. Но экспедиции есть, они ездят в Грузию, в Армению, насколько я знаю, в Иорданию. Университеты отправляют и в Панкисию, и лингвисты наши ездят, и травники даже наши ездят в Кистинское ущелье и общаются, фиксируют. То есть работа проводится, насколько я знаю, по максимуму. Чтобы прямо какие-то другие государства, но не знаю, там. Я знаю, что работают, и в Турции тоже работают, в архивах работают, мне так сказали. По крайней мере, в эфире сказали, что занимаются. Я фамилию называть не буду, дабы не пиарить этих людей, что ездят, что они там занимаются. Ну, дальше не знаю. По крайней мере, раньше было так. Сейчас чем они занимаются, я не знаю. О чем книги? Я не знаю, что называть. О найденных артефактах, альбомы какие-то там, архивах Грузии, то, что они нашли. Вроде что-то такое было. Он там показывал главе Чеченской Республики, говорил, что вот это. Но у меня этой книги нет. Ни первой, ни журнала, ничего. Книга, которая у меня есть, это каталог объектов культурного наследия, это который мне подарил Хожа Ахмад. Хужбауды. Благо, я не знаю, как под эту массовку я попал. Я очень хотел увидеть его вторую часть. Он сказал, что выходит вторая часть. Я ее не видел. Вот башенные комплексы, ансамбли, вот такие культурные, исторические книги. Если бы они давали их мне, я бы их хотя бы, по крайней мере, проштудировал, посмотрел, сказал бы, свое мнение высказал. Вам рассказал, что в нем хорошего, что в нем достоверно. Если есть минусы, сказал бы минусы. Но, не знаю. А другие люди просто берут, когда пачкают, все молчат. Борзико, вопрос Башламу. Ассаламу алейкум. Брат, в некоторых зарубежных группах уж предполагают построить на Северном Кавказе исламское государство, где во главе будут ученые из Дагестана. Я скажу так. По сути, мы мусульмане. По сути, и в реальности, и де юре, де факто. Это раз. Во-вторых, никаких
Сюли, никаких арабов, никаких любых других национальностей я не вижу во главе нашей Родины. У чеченцев есть достойные сыны своего народа, хорошие алимы, достойные старейшины. Они сами могут разобраться и поставить, и знать, что и кто есть. Это мое личное мнение. Чтобы построить какое-либо государство теократическое, а это теократическое государство во главе Сюли мы уже строили в XIX веке, что из этого вышло в конце концов? Погибли 75% без малого погибли представители нашего народа. Еще раз повторюсь, я не оскорбляю соседей. В Дагестане пускай будет там дагестанский руководитель. Но Нохчичу должны быть Нохчи. Это мое. Я не знаю, какие это группы, что они делают. С точки зрения истории, чтобы построить теократическое государство, никаких институтов у нас не существует у этих людей в головах, которые обещают нам что-либо. Не вижу я таких институтов. Не вижу я таких людей. Уж тем более считаю полным утопием, когда нам говорят, что должен быть какой-то представитель из соседей. Как вы представляете, на сегодняшний день, я хочу вам привести пример. Привожу вам пример, чтобы вы не упрекали меня и не называли меня нацистом. Вы можете представить себе, что президент или король Саудовской Аравии будет марокканец. Вы можете себе это представить? Хоть и марокканец, мусульманин, и саудиты, арабы, мусульмане. Или представьте, король Саудовской Аравии будет египтянин. Вы себе это можете представить? Позволят ли они? Нет. Почему-то, когда я говорю, что у Нохчи должен быть Нохчи президент или Нохчи руководитель, предводитель, без разницы. Глава, президент, председатель правительства, без разницы. Председатель парламента, чего-либо. Не знаю. Ректор Чеченского госуниверситета или института, или педуниверситета должен быть Нохчи. Когда я это говорю, меня могут упрекать в том, что я якобы являюсь нацистом. Но когда саудиты говорят, мы в своих университетах поставим ученых арабов, мы в Саудовской Аравии, президент, король будет саудит. Когда в Мекке будет араб, в других местах будут. Они же все мусульмане. Мы же все мусульмане. Но кто-либо позволит мне, допустим, примерно, быть префектом пригорода Медина или пригородом священного города Мекки, или даже Палестина, возьмем Иерусалим, не позволят. А когда Нохчи говорит, что должен быть Нохчи, все. Поэтому мое мнение, прежде чем строить какое-либо гипотетическое теократическое государство, должны говорить о единстве народа, объединить свой народ, не делить, не говорить, они плохие, они хорошие, нам нужно стать единым целым. Там выработать уже методы, хотя они есть исторические. Я не буду просто их предлагать, чтобы не было. Гипотетические вещи мы говорим, да? Там уже должны выбрать, кто достойный, кто недостойный, его заслуги и так далее. Если мы говорим о каких-то исторических. Строение теократического государства в XIX веке возглавляющим Сюли, ученым, алимом и военным стратегом мы уже видели. Мы через это проходили. Хотите повторить? Ваше личное дело. Но если вы меня спрашиваете, мое субъективное мнение, я мусульманин, иншаллах, я делаю ламас, держу марх. Если у меня есть возможность, дам закят. Я люблю свой народ, свою родину. И я хочу видеть в моей республике представителей моего
народа. Что в этом плохого? Об интернационализме, если вы хотите поговорить, как в СССР. К сожалению, СССР развалился. И это себя показало не с лучшей стороны. Не с лучшей стороны. Если вы будете ссылаться на какие-то европейские ценности, европейские государства будете мне называть, но в любом государстве можно назвать, я боюсь, что мы уйдем очень далеко, хотя я могу поговорить с вами о любом европейском государстве и до чего это довело. К сожалению, ни до чего хорошего это не доведет. У нас Всевышний Аллах каждого создал народами. И нациями, и родиной. Пускай каждый будет жить у себя. Взаимоотношения должны быть хорошие. Делиться какими-то технологиями, обучать друг друга. Да, во благо человечества, во благо нашей общей Земли, планеты. Я не против таких вещей. Но у себя дома каждый, пускай сам в Чечне, это должно быть молча. Я так считаю. Это мое мнение. Прошу за долгий ответ не обижаться. Башам, тухи, мы все мусульмане, но по тем поступкам, которые делали соседи, мне язык не поворачивается, язык ваш. Без сомнения, есть хороший, но мы же их знаем. Я говорю, мы мусульмане, потому что это ты говоришь о каких-то вещах конкретных, я абстрактных, утрирую это. По сути, все мы мусульмане на Кавказе, Северном Кавказе в основном, кроме там осетин, да, частично. На Северном Кавказе, я говорю, заметьте. И частично кабардинцев. Остальные мусульмане. В этом плане я тебя не обманываю. А то, что они, являясь мусульманами, творят такие вещи, это совсем другой вопрос. Было бы хорошо, но что-то я им не верю и не доверяю. Единственный историк из Чечни, которому я доверяю, это я совет старейшин. Не надо мне доверять. То, что я говорю, анализируйте, проецируйте на нашем народе, на нашей истории, на нашей родине. И вы получите ответ. Я у вас ничего не прошу. Просто прошу думать о будущем, о том, что мы оставляем своим детям. Мы хотим построить какое-то мощное государство, республику, называйте как хотите его. Но институты мы не закладываем. Институт разобщения, да. Я говорю об общественных, о самом низшем слое. Я не говорю про руководство. Это мы оставляем. Мы простые люди. Я не говорю о руководстве. Мы в первую очередь на низах, если мы бы показали единство, это одно дело. Но его, если мы не показываем, и как лебедь, щука и рак раздираем, допуская наркоманию, проституцию, чтобы любой мог сам назвать себе, зайти, делать, ну, имеется в виду зайти и ссорить нас между собой. Для вас это приемлемо. А это я не должен делать, а это государство. Мусор бросил, а это не мое дело. Есть кожуха, стекло разбил. Нет, так не должно быть. У нас одна родина, нам уходить некуда. Поломаем, это у нас не будет света. На улице лампу, если разобил. Мусор бросит, он уедет, а мусор останется у нас, на нашей родине. Вот такое должно быть понимание вещей. Это в моем понятии. Башлам слышал, в душе найден какой-то камень. Так о нем говорили в паблике, как будто из космоса камень. Дела, не знаю, камни, мне до их камней, честно сказать, побою как-то. Башлам, почему марницы так не любят книги? В поисках национальной идентичности, что у нее там написано, почему ее сравнивают с книгой Абадиева. Ее не должны сравнивать с книгой Абадиева, я ее показывал сегодня в первой части. Эта книга написана, отвечая на современные реалии оскорблений, которые были с той стороны. По пунктам можете прочитать все проблемы, которые обсуждают в той или иной мере того периода. На них отвечает вопросы книга в поисках национального идентичности Хамзата Унхаева. За что ему, конечно, огромное спасибо. Там есть моменты, документальные моменты, которые я опубликовал и которые... Это одна из книг, которая отвечает национальным интересам нашего народа. Они отвечают противникам
и чеченофобом по этой книге полностью. И там реальная история. Ахиресова питает наивность. Ну, наивность, да. Кстати, у нас есть опыт в новейшей истории. Попросил, да, Донна Зарони, это тоже есть. Ну, я про современную Чечню пытаюсь не говорить. Башлам, разве пророк мир ему сказал, не сказал, тот, кто лжет, не из моей умы. Разве тот, кто не из моей умы, может быть мусульман? Сказал, это достоверный хадис. Ну, я прошу вас, не затягивайте меня в религиозную тему. И люди могут лгать, люди могут потом, так сказать, дуахку было тарло. Кто тарло, я не хочу сразу говорить однозначно, что выводить из ислама. Прислали протокол, прислали... я видел это, я видел. Ладно, оставим, хоть из космоса, хоть оттуда. Протокол, прошу заметить. По итогам встречи президента Республики Ингушетии Зязикова М., главы администрации Чеченской Республики Кадырова Ахмадхаджи. 10 марта 2003 года. Город Магас. Магас, я думаю, там ма написано, я помню, документ нет. 10 мая 2003 года в городе Магасе состоялась встреча президента Республики Ингушетии Зязикова ММ и главы администрации Чеченской Республики Кадырова АА, в ходе которой рассмотрены вопросы, касающиеся положения проекта Конституции Чеченской Республики, включающие в состав Чеченской Республики Сунжинского района. В ходе проведенных консультаций стороны достигли следующего. Первое. Положение проекта Конституции Чеченской Республики о том, что в составе Чеченской Республики находится Сунжинский район, фактически относятся только населенные пункты Серноводская и Асиновская. На остальные территории одноименного Сунжинского района Республики Ингушетия действие проекта Конституции Чеченской Республики не распространяется. Стороны считают важным обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой о возобновлении деятельности Государственной комиссии по определению административной границы между республиками Ингушетия и Чеченской Республикой. Это протокол, который был между Кадыровым Ахмадхаджи, главой администрации того периода, и Зязиковым Муратом. Что хочу подметить, это документ, который многие говорили, что якобы Ахмадхаджи Кадыров отдал эти земли. Он не отдавал. И второй, как раз таки, пункт показывает, что мы обратимся к президенту Российской Федерации для того, чтобы возобновил вопросы по Сунжинскому району. Те, которые в 2018 году уже были закрыты. Чтобы было. И клевета получается на президента Чеченской, главы администрации президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова тоже оказались ложью. Документ есть, только что его прислали. Я его вам зачитал. Пророк, саллаху алейхи вассалам, так сказал: но мы не имеем права делать такфиры. Дуа делайте, чтобы опомнились они. Но я как-то говорю, кто соседи с другой стороны, Тимур 3. Тот не из нас, он не имел в виду, что он не мусульманин. Насколько я знаю толкование этого. Я не религиозный проповедник, уважаемые мои братья и сестры. Поэтому в исламской теологии не разбираюсь, не буду врать. Какие-то
азы я знаю, но чтобы говорить об этом хадисе, разложить его полностью, что он имел в виду, заниматься тафсиром я не могу. Я не религиозный, еще раз говорю, я получал светское образование, не религиозное, к моему стыду. Я историк, и поэтому прошу не сильно меня судить по этому поводу. Да, Серноводский район, абсолютно верно. Это уже Серноводский район, это чуть-чуть. Нет, они в то время входили, когда с Конституцию нужно было провести референдум, в то время там шла речь, что остальные 8 сел, которые в 2018 году тоже передали, которые не были завершены между Аушевым и Дудаевым, соглашение было, вот эти 8 сел, они хотели решить вопрос с ними тоже, но оставили фактически Асимовку, Серновод, Башлам, Тофлом, Дейресу. Башлам, объединиться один штаб, офис, по работе с историей, эфиры с историей Диккячин, офис, делать программу с прямым эфиром, с гостями живой общины за столом у нас. Да, было бы неплохо ночью фильм, но для этого, опять же, хадис это рассказ, это не аят. Что бы это ни было, хадис или аят, я не могу трактовать его, и Бог дуса. Но ночью фильм. Для этого, опять же, было бы неплохо, но боюсь, что для этого нужна, во-первых, свобода. Вопросы, которые нужно задавать, какие бы острые они ни были по истории. И очень смелые гости, которые будут на них отвечать. В том числе историки, блогеры и так далее и тому подобное. Я вообще сомневаюсь, что многие будут отвечать. Очень сильно сомневаюсь. Да, будут, конечно же, Башлам, аварцы под персами были или под ханом? Конечно, были. Конечно, были. 100% были. Поэтому сомнения у меня есть по этому вопросу, что дадут ночью фильм. Я думаю, ты и сам понимаешь. Там должна быть свобода, там должен быть доступ. Такое можно было проводить, там, я не знаю, со студентами исторического факультета, особенно направление истории чеченского народа. С ними собрать круглый стол, собраться, посмотреть, что они знают. Студенты, допустим, не первого курса. Первого курса они могли быть просто слушателями. Второй, третий, четвертый курс историками. Просто собраться, посмотреть, что они знают, о чем они знают, интересно им, неинтересно им. Мысли, конечно, есть, но там должен быть свободный доступ. Должны быть вопросы, те, которые можно задавать свободно, понимаешь? В Ютубе. Это должна быть свободная площадка вне политики, вне всего остального. Чтобы живая дискуссия с реальными трениями историческими. А вот ты натик, не натик, нет. Выслушать мнение, послушать, высказаться. И тогда можно было бы узнать. Что касается остальных историков, более академических, я не знаю. Их собрать может только руководство республики, где они будут вести дискуссию конкретно с блогерами, с людьми, исследователями, которые этим занимаются. Опять же, я хочу повториться, что эти люди очень высокомерны. Они реально думают, что они знают все, а блогеры, исследователи, молодые ребята, не очень молодые, те, которые занимаются блогингом и остальным, они считают их, это не уровень ученых. Мол, это какая-то шняга. Вот. Если сказать таким, простите, неформальным языком. Там должно быть такое взаимодействие общества. И будет ли у них желание
Я боюсь, что после одного-двух эфиров, когда, извини меня, молодежь или блогеры разнесут их в пух и прах, они не захотят быть ни насмешищем и не захотят вести дальше. Они просто откажутся. И я уверен в этом. Поэтому, да, это касается любого, это без разницы. Это вопрос же не только в наших, ну, из соседних регионов, допустим. Пригласить их там, допустим, Хапизова, Мапизова, всех их пригласить. Красный горшок, Хапизов, их позвать сюда, пригласить, сказать, вот вы говорите, что это Чечня, это левая реку Аргун ваша. Позвать их, посадить, с ними встретимся. Ты, я, там, Азамат, там, Амин, 3, 10. Вот это пафосность свою убрать, договориться, встретиться с ним. И задавать им вопросы. Вы говорите, что это ваше. Вы говорите, что ауховцы там появились только сейчас. Вы говорите это. Чем вы это докажете? И не вопросы, которые им льстят или будет каким-то образом подмазывать, а реальные проблемы. И все. Вы говорите, что вы настолько крутые, претендуете на эти земли. В чем ваше доказательство? На что вы ссылаетесь? И все. Понимаете? Вот вся эта проблема в этом. Не в обиду каким-то ТВ. Сегодня молодежь живет в пространстве социальных сетей. ТикТоки, Фейсбуки, вот Ютуб, Рутуб, ВК. Вот в этом пространстве люди живут. Они не живут в ТВ. Да и ТВ, кто может вести такую передачу с реально жесткими, понимающими эту тему? Нужно позвать какого-нибудь блогера, который реально пашет в этой теме. Я не намекаю на себя, грубо говоря, да? И который будет задавать вопросы не те, которые вот сидят, старушки, вот зачитывают. Нет. Хорошо, сегодня, вот, допустим, сегодня мы обсуждаем историю там 19 века, проблема блогерской сферы между там соседними регионами и так далее и тому подобное. Прийти, с одной стороны сидят ученые наши, с другой стороны сидят молодые люди. И мы задаем вопросы, они отвечают. Или наоборот. Такие-то вопросы. У нас возникают такие-то вопросы. Мы должны отвечать на эти вопросы. Вам не до этого. Вы пишете ученые, монографии и так далее и тому подобное. У нас есть такие проблемы. Поднять книги. Вот книга, вот книга, вот книга. Здесь говорит этот автор, здесь говорит этот автор. Это с вашей среды эти люди. Так? Почему? Каким образом вот, рецензенты являетесь вы? Или почему это как-то не регулируется? Почему проходят такие статьи, где идут в оскорбление нашего народа? Или антинаучные? Мы не знаем, почему это так. И свободная дискуссия должна быть между людьми. Между блогерами и учеными, там, допустим. Пускай они повоюют, пускай они ответят. Понимаешь? Я не говорю, что это вот прямо, но это, по крайней мере, заинтересует людей. Пускай они, потому что люди собираются, молодые блогеры, историки, мы между собой обсуждаем, а почему этого нет? И мы друг другу, мы знаем, занимаемся хейтерством, да, этих же ученых. А ответов нет. Они сидят где-то что-то печатают, мы потом, эта книга доходит, начинаешь считать, а там столько воды. Этого взял, да, это взял. Причем один считает себя круче другого, другой считает круче этого. Нету ни единства, ни у историков нету. Эти говорят нахчи, эти говорят нахи. Что больше правдиво? Где больше правды? Нету единого выступления, единого мнения по этому вопросу. В 2018 году приняли решение, что будут писать отныне в книгах не чеченские, это историческое общество приняло, Академия наук, что будут писать нахчийские. Выходят книги до сих пор, написали чеченские мифы, допустим. Хотя бы скобках напишите нахчи или нахчийские мифы. Укажите, что это на самоназвание. Ну, Конституция нам это позволяет. И до сих пор ни в одной книге этого в основном нет. Единственный, кто это сделал, благо, это Хасан Бакаев. Его
книги расхватали, их нету. Смотрю другую книгу, эту книгу, ту книгу, нету этих названий. Не пишут. А люди, которые хотят уничтожить это название, их прут люди. Издеваются над этим названием и все остальное. А мы должны молчать, проглотить язык и молчать должны. Так получается. Ладно. Есть вопросы? Дайте мне знать, я в эфире еще или нет. У меня трафик заканчивается, уже 3-й час, мне нужно отключаться. К сожалению, уже закончился. Меня слышно или нет? Я опять говорю, оказывается, меня не было в эфире. Опять выкинули. К сожалению, я даже не знаю, где я остановился, на каком месте я остановился. Можно было ряд провести, много передач. Я не знаю, где я остановился, поэтому вкратце сейчас конец скажу. Надеюсь, Ибрахим сохранил, что то, что вы не успели посмотреть в Инстаграм, досмотрите на нашем YouTube-канале у Ибрагима. Можно будет сделать много разных форматов. Опять же, это должно быть свободное общение, общество с учеными, историками, которых можно пригласить, с которыми можно говорить на родном языке, с блогерами, я не знаю, с кем угодно. Не заниматься софистикой, не споры ради спора, а именно заниматься не заниматься софистикой, а задавать вопросы конкретные по истории. Кто ответственен за те или иные ошибки? Что нужно сделать? Не обвинять сразу, не говорить, что государство там нам не выделяет какие-то деньги. Не обвинять блогера в том, что вот вы должны были учиться, у нас нету людей, которые хотят заниматься историей, якобы и так далее. Вот эти фразы, которые бытовые, которые уже все слышали, ну, должны заинтересовать людей. Должны, так нельзя. Поэтому многие вопросы можно, передачу сделать можно с учеными. Но, опять же, в этом должно быть заинтересованы должны быть определенные лица. Это мое мнение. Если будут определенные рычаги, если это будет передача такая живая, не с глупыми, смешными вопросами, с дикторами, которые повторяют или не знают вообще, о какой теме идет реально вопрос, пожалуйста, можно это сделать. Но я не уверен, что у нас есть такие люди, которые этим заинтересованы. Вот. Ну, как, кому это интересно, я скажу. Заинтересован не скажу, возможно, есть заинтересованные люди. Я и не спрашивал, можно сказать, а вот вы обращались там, с нами, знаю, людям, которые там самые... Нет. Этот вопрос, возможно, не стоит так остро. Возможно, многие не знают.
многие думают, что вопрос вокруг нас, который находится, вот эти нападки, они время от времени стихают. И эту болевую точку начинают использовать, когда уже становится крайне уже, или у нас начинается хороший подъем, или экономический, или политический, начинают нападки. Есть люди, которые пользуются этими вопросами, национальными вопросами, пограничными вопросами, да любыми вопросами, зная реакцию нашу, на которую мы реагируем, и используют это, и задевают это. Есть кто-то пропускает это, а есть те, кто реагирует на это. Поэтому эта проблема будет всегда, пока не будет единства в этих вопросах. Где бы он ни жил, Нохчи, Япония, Китай, Америка и Европа должны всегда знать. За Родину мы все как один. Мы единое целое, мы неделимы, и нельзя нас делить на какие-то политические партии, делиться и дробить нас. Тем более делить нас по тейпам нельзя позволить и так далее. Что касается инородных тейпов, чистые, нечистые, о которых мы говорим. По этому вопросу я выступал и много раз и говорил, и повторюсь. Смысл и причину, почему назвали их, являясь соседними народами, их назвали тейпами, я вам объяснил. Я доходчиво вам объяснил, и многие ученые, достойные ученые, понимают, почему их спустили на один уровень, даже самыми маленькими нашими тейпами. Им не дают уровень народа, потому что народ и человек, который пришел, попросил политическое убежище и осел здесь, на нашей родине, это совсем разное. У каждого народа есть своя родина. И по идее ты должен жить у себя дома. Но раз ты живешь здесь, ты должен принять те условия, которые у нас есть. Если я еду в другие субъекты, я не могу, как говорится, чужой храм со своим уставом. Да? Поэтому, если ты едешь где-то, ты можешь себя вести достойно, но должен придерживаться каких-то правил. Это не обозначает, если ты уехал в Россию, ты должен обязательно бухать, жрать, там, не знаю, свинину и так далее и тому подобное. Нет, речь не об этом. Нет. Тебя никто насильно не заставляет это делать. Это собственное желание каждого человека. Имеется в виду культурное поведение свое, показать себя с лучшей стороны. Раз ты поехал туда, ты выбрал этот образ жизни, ты должен знать, как они себя ведут, и должен себя культурно вести. И поехать туда, там, махать шашкой, говорить, у тебя не тот цвет, ты не так. Я не считаю, что это допустимо. Почему? Потому что, да, правильное вещание с точки зрения ислама должно быть в рамках культурного общения. Это одно дело. А сильное насаждать это, думаю, что это своим поведением культурным. Так можно показывать. Кем бы ты ни был, ты можешь принадлежать любой национальности, любого вероисповедания. Покажи, что ты прав и лучше, чем кто-либо другой. Речь об этом идет. На этом я сегодняшний свой эфир заканчиваю, уважаемые друзья. Все, кто не посмотрел, 2 части по ходу пропустили мы на Инстаграме. К сожалению, здесь его может не показать, потому что он не сохранился. Еще раз повторюсь, телефон как бы не наш, он выкидывает меня из эфира. У нас не было такого со своим телефоном, да, помните. Поэтому вы посмотрите полную версию на YouTube-канале bashlam.39 live. От вас что нужно от вас? Все мои подписчики с Европы, с Чечни, со всего мира. Я скажу на родном языке, сперва скажу на понятном языке. Все, кто хочет общения, диалога, культурного взаимообмена с кавказских республик, да и всего мира, добро пожаловать, мы никого не отталкиваем. Приглашайте, приходите, подписывайтесь. Главное, чтобы все было в рамках культурного дискуссии. А теперь на родном языке. Лайрами, выжри, ижри.
Suna sugar uistig kudon als wij mella als een oospeter, wij bart geler, wij komen peidendig wij dietser, wij historie la, wij moachbala, wij tekenisch juurtje la, dikkening duits, doodsig, dadoksch, gertso, wij echt sakhulich, wij schanichels, wij laduachs, as suocha elch, as zeilgoog sugar dietsen, as shash dolcha idich, هر وين ده قوالر بقداشون هر بقداشون هر إشتوشون وإشتوشون ويديكني جديش ويديكش أو دعدي أرزوحش ديكش أو خيستو ده سرتيش أو دقا وشوز حلق أصلية لنجي هري وجي يبقدر داتا صوت شحور شغلو شونا أستعجو يتردوشون ووزا ويزبروشون سوشي هما ووني خليت رساتوش واتس ويتسعخلر وي برت خلر وي مخ كاحا وي موحك شير موحك شير ديتر ديان داش خز بوصو بادوش نوخش غلقش ديان داش ويدع دوش إهم بعد حد دار يازن ريتس طلع ساعات توخلع تعنكير بقي وي بوالق جيجر بوقش ديك تابا حاجة روسو سيما خلر احتو سخلع تسخلش عيتاش سياش هر اشت أش يازنك هر إيش تشتكر در وروش تشتكر در أش أرج ديريكت شو دول فيسبوك إنستغرام ما سوى وشون صو مثلا وي إستوري دقة جاز وشو أش ديش أس سنخ حقيت بيدن دك دع دوتر دو نيسالرو أس سو شو حيق أدو شوي سون خوك شون تسخا إي بوش صو ما أشتغل حيوش موات سو شو يجو نقشي شو لك إز خوك شو صو تندير تون الشتان تحني خلال الأر ميلا أصلا تحن خلال الأر ريتش ديلي عدو دار أهتو باحا ويجا أهتو خربو ريتش خردو سخولي إش تك أهتو بولشو أنا أستلاتشو ديريس خيلشو أنا أستلاتش بوش سي تلوش كيبر قحوي قلو شو مسانا ديريس خيل مسيرة بيوس ديق اليوم ريبوست يه تيك توك انستغرام مثلا تقعد عايز فاس ويميلا اصلا وف كاتش يعني سراز ومسو همنا مثلا تقيات شو جواب تدلرخا حوصا حوشون يشا يوشون جواب بلوردوشون شيكو ياشون سوديا اش سيخوة تيجي يعني تاقا تعاد عتي ترميتنا وات تعانا كورلش ياش داتوي автор пишет исторические комиссии проводят солнце хаун Период комиссии. Но комиссии квач кинчик я жутко из нахуй. Им пас. Ишт алхиет суда, ишт тагадус. Дам ваха дикринг херду, сюгер лидер двояла, я ашук харцу изня, я доцек дисня. Аздухар Аллах дейлик индир валардух, юршук индир дол, сюгер лидер яла, я шум халхиетер хилlah. يتصوش الشوتس يقنع شون خلق يتر ينو ديك غاش واست شو سون قينت يردو وي قومن وي محكن وي ديمحكن وي بوصوب خلر نوخشي خلر وقي داش ديكني خردات ستيش بوش ستو يسن بوش بو طبعا يرسينا دقا ديكو مدو نيسلوشتو جيم نيسلوردو على خيتسو أما وي أجر لخر دين دع وي أوشي برت بوش وي قدلوش أور وي غودي أشولي دال وحا أك دقع ديكش أو خيسلو ديك نيسلو دو خيسلو دو الخيش وصو كادك نيسم تلوئي أقا وي لا أم لا نو وي إي просто لا أتسلو شا دقع دو شا تعشا وي جيم واحد ديك شاني تستيك شاني وي قديكش أو كيرت يقول الخيرسو ما سيرة بيستال ديق على قان Если хастамата, я иду, аж бегцебила. Если у меня получится, постараемся сделать завтра эфир по нашей истории. Если нет, ждите следующую пятницу, субботу. Подписывайтесь, приглашайте новых подписчиков, делайте репосты, лайкайте, оставляйте 1-2 комментария или ставьте смайлики, продвигайте наши публикации. Всем огромное спасибо. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
будут интересные карты, истории нашего народа, что-либо, отправляйте в директ. Если это важно, если это о нашем народе, и если это наша история, опубликуем, сделаем все лучшим образом. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Те, кто пропустил какие-то части из сегодняшнего стрима в Инстаграм, посмотрите на канале, YouTube-канале Баслам.39 Лайв. Там вы увидите полную версию. К сожалению, в Инстаграме 2 части выпали, и я не могу их загрузить, потому что меня просто-напросто выкинуло. Ну, такова пока реальность Инстаграма.